Здравствуйте, уважаемые господа! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный эзотерике. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Кстати, прямо сейчас вы можете подписаться на нашу школу. Вот таким образом навести на QR-код свой телефон, попробовать сделать фотографию и по ссылке, которая выпадет сверху в меню, перейти и подписаться на новости нашей школы. О чем бы хотелось сегодня поговорить. Я, как всегда, сначала дам определенную тему, которая мне очень заинтересовала, и после чего буду отвечать на те вопросы, а их сегодня у нас аж целых 532, конечно, постараюсь ответить на какие-то из них. Тем не менее, все равно в начале будет тема, которая, я надеюсь, будет нас интересовать. Хотел бы вас спросить, скажите, что бы было, если бы все матери, которые живут на планете Земля, они бы предали всех детей, которые у них родятся? То есть, если бы мама предала ребенка, который только родился, и не захотела бы его кормить, за этим ребенком бы никто не хотел смотреть. Если бы мамочки были отказными все, скажите, существовала бы наша цивилизация? Ну, наверное, такой ответ, он сам по себе напрашивается. Конечно же, если бы все мамочки в один момент отказались от своих детей, то, наверное, цивилизация бы не протянула больше 100 лет, и на этом бы все закончилось. А скажите, когда мама рожает своего ребенка и после этого смотрит за своим ребенком, после этого заботится, и заботится длительное время, у некоторых такая забота, она может длиться целую жизнь, каким это можно назвать условно словом? Можно ли назвать это словом верность? Ну, конечно же, мать верна своему ребенку. Верность — это одна из самых важных черт, без которой цивилизация бы, наверное, закончилась. Верность и честность — это ключи к духовности человеческой. Изменять может каждый человек, наверное, а вот быть человеком, который может быть верным, ну, наверное, не каждый сможет. Потому что путь духовный, он сложный. Прожить ради тех людей, которые тебя любят, это уже называется духовность. Сейчас эти понятия стали совсем не модными. Сейчас понятия духовности и понятия верности, они почему-то полностью заменены. Считается, что мировое воспитание людей действует таким образом, что эти понятия, как верность, подменены. Сейчас гораздо важнее это понятие сексуальность, это переспать или иметь различных партнеров и так далее. Я буду читать текст, который я написал сегодня для вас с листочка. Сейчас эти понятия стали совсем не модными. Зло мировое воспитывает в людях бессмысленность верности. Стало модным обижать людей, которые тебя любят, бросают своих детей на произвол судьбы, искать секс на стороне. Мы при этом очень странная эволюционирующая система. Почему? Дело в том, что люди, которые стремятся познать глубины космоса, под ногами своими не могут познать на 20%, исследовать, даже на 20%, на 30% исследовать глубины океана, который находится под ногами. Конечно же, сейчас океан изучен только на 20%. Так и с поиском, не изучив океан своей женщины, не изучив океан своих отношений, человек обычно начинает искать, мужчина или женщина начинает искать дальние звезды, стремясь к тому, чтобы как можно глобальнее расширить свой элемент поиска, стремиться вот к таким неизведанным звездам. Ну, я бы хотел сказать, что и политики точно так же поступают. Они не верны своим словам. Для них понятие верности, чести, которое опирается на сдерживание своих обещаний, является пустым звуком. Это имеет даже сейчас модное название. Это название называется предвыборная кампания, пиар-кампания кандидата. Такая пиар-кампания является
обычно ставит для себя задачу, чтобы народу создать идею, в которую этот народ должен поверить. И таким образом не человек сам формирует идеи, а пиар-компании формируют для человека, как ему более грамотно быть бесчестным, бесстыжим и не держать свое слово. А я хотел бы сказать, что в большинстве своем в политике на сегодняшний день не модно сдерживать свои обещания. Почему я это говорю? Ну, как бы показала практика нашей жизни за много лет, с 2001 года, с 1991 года, когда эта вся кашка-неваляшка началась, мы видим, как беспощадно и бесконечно политики не сдерживают своих слов. То есть можно сказать, что то, что цивилизацию делает цивилизацией, это верность, наверное, матерей своим детям, должна была бы воспитать в этих детях верность и порядочность, которая бы могла проявляться в виде вот такой честности. Я хотел бы сегодня сказать вслух, как называется человек, который не сдерживает свои обещания. Давайте я скажу, я подобрал слова. Такие люди называются безответственные, ненадежные люди. А теперь давайте как бы скажем правду. Армия совершенно ненадежных и безответственных людей, которые не отвечают за те слова и те обещания, которые дают народу, которые они, собственно, сами и не пишут, а им создают эти обещания те люди, которые являются их пиар-компанией кандидата для выборов. Создают целую армию вот таких людей бездуховно, наверное, желающих только попасть на это место. И, конечно же, это люди, которые не сдерживают свои обещания, ненадежные, лживые, безответственные люди. И именно такие люди, ненадежные и безответственные, управляют нашими странами. Одним словом, вруны и лжецы. Они стали такими, потому что быть верным и надежным стало немодным для человека, а быть предателем для своей семьи, быть ненадежным вруном для своей семьи, быть сексуальным оплодотворителем, пикапером, это становится очень крутым, это становится очень модным. То есть как можно больше переспать с женщинами, чтобы потом об этом рассказывать, как можно больше оплодотворить кого-нибудь и так далее. Это считается сейчас тенденцией моды, это считается интересным, практичным. Очень много говорится о свободной любви. Но видите, оно в эту сторону, в общем-то, все и движется. То есть люди, когда они перестали отвечать за свои слова, когда люди перестали быть надежными, когда люди перестали понимать, что ценность семейная является очень важной, они начали выбирать тех людей, которые соответствуют целым слоям населения. Таким образом, такие люди, ими управляют точно такие же люди. Я думаю, что если принципиально не поддаваться идее измены, если принципиально стараться побороть эти тлетворные желания в себе, если большинство людей начнут ценить верность, как это делает мать по отношению к своему ребенку, как это делает каждое животное, то это возродит новую цивилизацию людей. Этих людей можно будет называть верными. Они будут верны своим обещаниям, эти люди будут надежными. Как лозунг. Этот лозунг для меня звучит так: я сам являюсь и все время говорю о том, что верность своим словам, верность своим обещаниям, верность своей семье это то, что называется знамя любви, которое необходимо нести каждому эзотерику. Человек должен быть верным в семье. Почему в семьях появились критические ситуации? Не так. Я считаю, что в случае, если весь мир в какой-то момент найдет для себя возможность находить все-таки идеи верности и находить идеи все-таки сохранения семьи, не обижать тех людей, которые искренне обожают и любят того человека, который с ними живет, не искать возможности связи на стороне, раскрывать в себе вот такой духовный потенциал, раскрывать женщину или мужчину, которые находятся рядом с таким человеком. Это то, о чем я раньше сказал. То есть мы, как инопланетяне, стараемся как можно дальше заглянуть в космическое пространство, при этом совершенно не хотим изучать недра Земли, не изучать
океан, который фактически находится у нас под ногами. Также такому же влиянию поддаются и наши люди, которые живут в социуме. Они не хотят открывать целый океан любви рядом с живущими с собой людьми, то есть с мужьями и женами. Они стараются найти кого-то еще, в ком можно открыть такой безбрежный океан. Ну и, конечно же, ничего у них не получается. Почему вообще в семьях появляются критические ситуации? Сегодня я выписал для себя, почему такие критические ситуации получаются. Первое. Мужчина ищет женщину для секса на стороне. Тут сразу же вопрос. Почему мужчина ищет женщину для секса на стороне? Что, неужели чужая всегда лучше? Не всегда. Может быть, свою нужно открыть, которая рядом, и с ней реализовать свои мечты. Для многих это является открытием и очень напрасно. Именно такая, может быть, тонкая работа с близкими, желание все-таки реализовать себя не на стороне, реализовать себя со своим мужем и женой, может быть, действительно является выходом и является примером честности, примером чести и примером вот такой морали. Как же открыть свою женщину, если своя постоянно грызет, обижается, постоянно имеет и выражает свои претензии, а чужая обычно ласковая и добрая? Но обычно чужая ласковая и добрая, наверное, до того момента, пока вы с ней не начнете жить. Потому что когда вы начнете с ней жить, то эта ситуация повторится. Она будет, как и ваша любимая в прошлом женщина, такой же грызущей, ненавидящей, там, обвиняющей и так далее. Основные причины, по которым семья может быть разрушена. Первое. Интимные отношения являются инструментом для манипуляции. То есть либо мужчина, либо женщина манипулируют интимными отношениями. То есть покрасишь, за это будет интим. Или вот не будет интима, потому что ты там что-то не так делаешь. Второе. В момент выбора партнера была использована идея решить материальные вопросы или вопросы удобства. Допустим, женюсь на ней для того, чтобы в Москве, в Харькове, не знаю, там, в Хабаровске остаться. Это так может рассуждать студент или студентка, которые на самом деле начали, возможно, там встречаться или даже начали интимную жизнь, при этом не рассматривают этого человека серьезно, но рассматривают его с целью решить какие-то либо свои задачи, либо свои насущные проблемы, либо даже реализовать какие-то мечты. Очень часто реализация вот таких мечтаний переводят человека к тому, что он выбирает материальное. Когда человек начинает жить с другим человеком, он должен больше обращать внимание на такое, наверное, чувственно-духовное. То есть человек должен нравиться внешне, внутренне, в постели. И вот эти три компонента, они могут объединиться, или должно быть какое-то тотальное уважение, или тотальное стремление к этому человеку. И это, чем больше вот этих связей происходит, тем надежнее и надольше будет вот такая совместная жизнь. Выбор за что-то обычно приводит, то есть я с ним живу, потому что он хороший, или я живу, потому что у него квартира, или я живу, потому что машина, это обычно заканчивается плохо. То есть любая семья, в самом начале ставящая на первое место не отношения, а удобство, то есть я живу с ним, потому что удобно, я живу с ним, потому что дети будут счастливы, я живу с ним еще из-за чего-то, рано или поздно такая семья будет непременно разрушена. И если определять, кто в этой семье плохой и кто хороший, то не будет ни плохих, ни хороших. Будет тотальная ложь и у одного, и у второго. Почему? Закон притяжения, подобное обычно притягивается. Именно поэтому, если есть ложь у одного человека, то где-то скрывается ложь у другого человека. Но, как известно, любые отношения, которые завязываются на лжи, чем бы они ни скреплялись, рано или поздно будут разрушаться. Также я хочу вам сказать, что дети являются лакмусовой бумажкой отношений. Если дети рождены в браке, при котором мужчина и женщина живут из-за или ради чего-то, то дети становятся долбанутыми. То есть, глядя на таких детей, понимаешь, что этот ребенок, он как нервный становится. Почему так происходит? На энергетическом плане ребенок объединен с мамой и с папой, вот семейственность.
как бы коконом связан и с одним, и с другим. Его душа, она стремится и к отцу, и к маме. Но отец и мама в моменте воспитания или просто в моменте жизни, каждый тянет в свою сторону этого ребенка. То есть я прав, я тебя больше люблю, нет, ты не должен, я права, я тебя больше люблю. И они таким образом растягивают энергетический кокон ментально этому ребенку и разрывают его. И ребенок становится нервным, становится вредным, становится неуправляемым, становится, как я их называю, таких детей, адреналиновыми детьми, которые сами не могут понять, что с ними происходит. Обычно после разрыва отношений, допустим, мужчины и женщины в такой семье, где находится такой ребенок, у ребенка появляется однополюсное восприятие. И это однополюсное восприятие обычно сдвигает его восприятие мира в какую-то одну сторону. И ребенок становится чрезвычайно апатичным, однобоким, одновалентным, не умеющим принимать решения, не живущим в каком-то иллюзорном мире, не хотящий не предпринимать действия, не работать, ничего-либо достигать. Именно поэтому я часто говорю, что любые отношения, которые в самом начале были созданы на лжи, они непременно рано или поздно могут разрушиться. Бывают ли случаи исключения? Да. Бывают случаи исключения, когда вступает интеллигентность, когда вступает тотальное уважение и желание заботиться, когда вступает духовность, и человек говорит, ну раз уже так получилось, раз я уже выбрал этого мужчину или женщину, тогда я буду воспитывать себе возможность искренне обожать такого человека, искренне любить его и не обращать внимания на всех остальных людей. Я сдаюсь своей судьбе, пусть этот человек будет со мной всегда вместе. Не буду никогда искать кого-то на стороне, не буду смотреть на чужих, не буду там думать о ком-то и так далее. Когда мужчина или женщина начинают искать кого-либо на стороне, то это обычно связано с тем, что кто-то кому-то не доверяет. То есть женщина не доверяет мужчине и не верит, что этот мужчина может содержать семью, возможно. Мужчина не доверяет, что его жена ждет его и обожает, и поэтому где-то на стороне начинает искать. Также я хотел ответить на вопрос, почему появляются врущие мужчины. Врущие мужчины обычно живут с женщинами-судьями, они постоянно чувствуют себя преступниками. Им можно дать совет таким женщинам: проявляйте нежность, и тогда получите милость. Невозможно, не изменив свой характер, изменить врущего мужчину перед собой. Почему так? Это связано с тем, что мужчина воспринимает такую женщину как судью, себя воспринимает как подсудимого. А скажите, если судья и подсудимый, то тогда кто такой подсудимый? Подсудимый преступник. И этот преступник как бы само собой начинает создавать или делать преступления. Эти преступления это могут быть там, уход из дома, походы к другим женщинам, выпивание и так далее. Я могу вам сказать, что очень страшно разрушают семью плохие слова по направлению друг к другу. Есть такие страшные слова, которые способны запросто разрушить семью. Одно из самых страшных слов — это слово «а ты». Обвинение друг друга: а ты не такая, а ты не такой. Это условно, как бы психологически говорит о том, что мы ищем вместе повода для того, чтобы расстаться, но его не находим, потому что, возможно, их сдерживает то звено, которое называется ребенок, или дети, или имущество, или там друг друга содержат и так далее. Но здесь нужно либо перестать это делать, либо найти один повод для того, чтобы не произносить «а ты», а говорить «наша семья», «наши проблемы», «наши дети», «нам это нужно» и так далее. Обычно это легко делается, но кто-то обязательно срывается. Почему же срывается? Потому что обычно человека проверяют. Вообще никогда не задумывались, почему есть люди, которые более добрые, или почему есть люди, которые более злые. Откуда они берут эти эмоции, что же с ними такого происходит? Я хочу вам сегодня сказать. Одна из эзотерических тайн, которая существует на Земле, заключается в том, что человеку необходимы негативные жизненные ситуации. Данные негативные жизненные ситуации необходимы человеку для того, чтобы выработать в этом человеке качество.
Вот смотрите, если там мальчика или девочки в школе обижают, то эти мальчики и девочки в дальнейшем становятся более добрыми, чем сверстники. Но есть второй вариант развития данных событий. Второй вариант заключается в том, что ребенок может быть наоборот обозленным и более кого-то ненавидеть и стремиться к тому, чтобы повторять вот такое поведение таких детей. Именно поэтому я часто говорю, что у человека есть внутренний выбор. Он может пойти на сторону тьмы или пойти на сторону света. И часто мы это делаем неосознанно. Я могу вам сказать, что на 100% я уверен, что любые негативные состояния, которые появляются в жизни человека, целью этих негативных состояний является идея найти или выработать в человеке какое-нибудь невероятно хорошее качество, хорошее качество его души. Таким образом, как граненый кристалл, алмаз, после каждых неприятностей, которые происходят в человеческой жизни, создают огранку для того, чтобы человек мог в дальнейшем приобрести новые совершенные качества своей души, своего характера, быть более добрым, более милосердным, более человеколюбивым, более верным. И без каких-то негативных событий, которые могли произойти в жизни, этого сделать невозможно. В тот момент, как человек начинает... Почему я вообще эту тему затронул? Очень давно, еще в 1994 году, когда я занимался исследованиями в этой области, то есть я пытался развить идею гештальт-терапии, идею постановки, извлечения, вернее, первопричин, которые могли привести человека к тому, что он чувствовал себя плохо или что-то с ним такое происходило в прошлом, и он не мог это забыть. И по моей идее, или то, что я думал, можно это изменить, вернувшись к этому событию, его извлечь, используя сугестию, или гипноз, или внушение, или еще что-либо, постараться полностью изъять вот такую вот ситуацию из памяти человека. Я думал, что это может полностью изменить человека. Я чрезвычайно сильно ошибался. Когда я практиковал данные методы, то я начал обращать внимание на то, что люди, которые подвергались вот такому влиянию, эти люди очень изменяли свой характер. Почему? Очень часто эти люди теряли самые хорошие и самые красивые качества своего характера. Если забрать у человека воспоминания плохие, то после этого наработанные хорошие качества характера исчезают. И такие люди становились вдруг, внезапно, очень быстро черствыми, они становились грубыми, они теряли возможность быть, они становились неряшливыми даже. И это происходило на глазах. И очень часто я обращал на это внимание. Естественно, в дальнейшем, открыв уже эзотерическую школу, вот, которую я преподаю, я перестал использовать данные методы и считаю, что данные методы могут быть очень нездоровыми для человека, и их выполнение могут убрать у человека то, за что его любят окружающие люди, то, что делает его вот таким совершенным, необычным. Когда я начал обращаться с людьми, которые длительное время занимались, допустим, там, дианетикой или занимались расстановками по Хеллингеру, я часто обращал внимание на то, что очень долгое время занятий вот такими методами приводило людей к тому, что они становились одинаковыми. Они становились одинаково агрессивными, одинаково недобрыми, одинаково злобными. И эти качества, естественно, очень раздражали тех людей, которые находились рядом. Они раздражали их близких, потому что вместо того, чтобы привести человека к тому, чтобы у него выкристаллизировались качества доброты, милосердия, человеколюбия, любви, радости внутренней, удовольствия, удовлетворения, у человека появлялись качества злости, ненависти, такие люди переставали сдерживаться, они начинали нападать на близких, при этом говорили, что мы с тобой не совпадаем по вибрациям, и мы с тобой, не совпадая по вибрациям, должны что-то решить, и после этого разрывали отношения и так далее. Мне очень больно, вот когда женщина написала такое письмо,
В этом письме она написала буквально, что мы прожили с мужем вместе 42 года, и он начал проходить ваши ступени, после этого накупил там палочек, начал говорить о том, что он спасает мир, и ушел от меня. Андрей Андреевич, как это называется? Я вас ненавижу, я сам себя буду ненавидеть за это. Почему? Я в своей школе всегда говорю о том, что семья должна находиться на самом видном, самом верхнем месте. И человек не должен изменять свои первопричины. Человек не должен ковыряться в прошлом. Человек должен находить возможности любить тех людей, которые любят его. Находить возможности быть более добрым по отношению к тем, кто его любит. Это ж каким нужно быть человеком, чтобы обижать тех людей, которые всю жизнь, 40 лет заботились или любили этого человека. Это ж к кому нужно уйти? Если этот человек, допустим, ушел в школу или ушел к школе, так я хочу сказать, что ему нет места в такой школе эзотерической. Потому что наша эзотерическая школа на первое место ставит все-таки возможность иметь семью, создавать, укреплять, соединять, помогать детям, поддерживать друг друга. Нельзя обижать людей, с которыми живешь очень длительный период времени. Даже если жена состарилась и мужчина ее бросает, то пусть возьмет на себя ответственность, не менять номера телефонов, а смотреть за такой женщиной, помогать ей до того момента, пока она не решит все свои вопросы. Я считаю, это и является вот таким элементом верности, когда мужчина за свои слова, что я тебя буду любить всю жизнь, несет ответственность и сдерживает свои обещания. То есть он сдерживает свою честь, говорит о том, что он честный человек, не обманывает себя, не обманывает близких, не обижает этих людей. Да, всякое бывает, может и уйти там, от женщины или женщины от мужчины, но нести ответственность за этого человека все-таки придется. Мы же не животные. Очень часто женщины не задумываются, что им необходимо делать для того, чтобы выйти замуж. Хороший вопрос, кстати, был. Как ни странно, мужчины хотят жить с женщинами, которые своим поведением и поступками демонстрируют свою доступность. И это происходит игриво более, чем вульгарно. Я думаю, что если принципиально не поддаваться идеям... Ой, это я вернулся, да? Теперь переходим к 5-му листочку. Самое странное слово и мысль для женщины, которая не может выйти замуж, или для мужчины, который не имеет семьи, это «я никому не нужна, меня никто не хочет». Изменяйте такие мысли в обратную сторону. Дальше такой вопрос. Почему в 21 веке, несмотря на невероятный виток эволюции, начали появляться войны, чего не могло быть в 20 веке? Мы прожили спокойно 20 век, в котором войн было меньше, и перешли в этот уникальный 21 век, в котором появились войны. Такое ощущение, что практически во всех маленьких странах начали появляться войны, и уже на пальцах своих рук и ног можно, в некоторых странах даже по несколько войн было. Были военные действия и война в Грузии, в Абхазии, в Чечне. Были военные действия, 2 революции были, 3 революции уже были, или 2 революции уже были на территории Украины и так далее. То есть где только этих революций не было. И тут стоит такой вопрос, что это за деструктивные силы, которые в постсоветском пространстве у людей, которые были интеллигентные, думающие, у людей, которые имели высшее образование и имеют до сих пор очень хорошие статусы жизненные, то есть люди, которые читали или получали великолепное образование в наших постсоветских странах, эти люди вдруг стали такими людьми, которые за войну, за изменения, за то, чтобы насилие проявлять, за то, чтобы убивать кого-то ради идей. Я могу вам сказать, что этому объяснение имеется. В чем же заключается объяснение? Объяснение заключается в том, что появился интернет. Причем тут интернет? Помните, я когда-то вам говорил, что мы являемся, с нами происходит то, что мы чувствуем. Именно чувства создают для нас события. Обычно, когда мы жили в Советском Союзе,
чувства человека, они реализовывались или выплескивались только в формате его семьи. То есть это было так. Человек поехал на завод, там выплеснул свою ненависть к окружающим. После этого приехал домой, так выплеснул дома ненависть к своим близким. На этом заканчивалось его психоэмоциональное выплескивание ненависти. Ну, он мог напиться, покричать на улице, ну или нарисовать плохое слово где-нибудь на дереве или на гараже или где-нибудь на полу. Ну и его могли за это, конечно же, уличить, наказать там, или заставить посадить даже на 15 суток и заставить бесплатно красить деревья или там, заниматься общественно полезным трудом. И вот пришел мир интернета, и огромное количество людей, миллиарды людей, они начали проявлять свой негатив. Они начали в тотальном виде выплескивать из себя негатив. Как это они делают? Они пишут злобные, плохие высказывания, комментарии. Они выплескивают огромное количество негативных эмоций. Ну вот смотрите. Когда человек выплескивает огромное количество негативных эмоций, то наше сознание и наша психика устроена по принципу собирания, как губка. Мы читаем такие комментарии, после чего эти комментарии, даже если с ними не согласны, влияют на нас. Они формируют наше мировоззрение, формируют наши эмоции. Эти эмоции, в свою очередь, формируют вот такую злобность, формируют нетерпимость. А любая нетерпимость начинает формировать что? Желание кого-нибудь уничтожить. То есть злость, настолько человек может разозлиться, что он готов побить, сделать кому-то больно, ну и максимум этого всего сделать там кого-то мертвым. То есть ради идеи, ради несправедливости убить какого-нибудь человека. Так люди начали сами себе вредить. Огромная масса людей, которые раньше могли бы просто писать негативные комментарии под видео, под какими-то постами, они их начали писать. То есть если раньше эти люди никому эти комментарии не комментировали, а обсуждали это только в узком кругу своих друзей и семьи, то такие люди стали акцентироваться на том, что они ведут вот такую активную деятельность. И их начинают читать в большом количестве огромные массы людей. А эти люди, они являются реакторами вот такого зла. Именно поэтому я прямо призываю всех людей, уважаемые друзья, тотально игнорируйте зло, старайтесь не критиковать, старайтесь, если вы критикуете, старайтесь не писать такую критику. Это могут прочитать дети, это могут прочитать люди, которым это не нужно. Это зло проникает. Ваши эмоции, даже если вы ненавидите кого-то, оставьте для себя. Пусть это будет вашим выбором. Не заставляйте, чтобы этот выбор кто-то делал вместо вас. Мне иногда это совершенно непонятно. Один мальчик на моем сайте под видео, которое было выпущено 1 месяц назад, написал: «Я тебя ненавижу, ты скотина, все это полная ерунда, зачем ты людей обманываешь? Я уже 3 года слушаю это видео, и у меня ничего не произошло». Ну и у меня сразу же вопрос, как видео, которое выложено 1 месяц назад, можно слушать 3 года? И тут же такой вопрос, зачем он это пишет? Какую он ставит задачу? Задачу скомпрометировать меня, зависть им движет или еще что-то. И вот так в большинстве своем. То есть человеку плохо, человека там сахарный диабет или ожирение, или там гипертоническое заболевание. И он пытается измазать этим весь окружающий мир. То есть мне плохо, и вы не имеете возможности жить так, что пусть всем будет плохо. У меня гипертония, пусть у всех будет гипертония. У меня злое настроение, пусть все будут злыми теперь. И человек выплескивает эти эмоции. И это происходит стихийно, множественно. Чем больше негатива, тем больше реакция окружающего мира. Помните, еще раз хочу сказать, наши чувства, наши эмоции порождают то, что с нами происходит. Вот если человек едет, допустим, за рулем, и в этот момент он начинает ругаться, кого-то ненавидеть, его непременно будет ждать авария. Непременно будет ждать авария. Именно поэтому я все время говорю, старайтесь тотально игнорировать, не вступайте в конфликты, не вступайте в обсуждения, не развязывайте и не обслюнявливайте эти темы, пусть они вас не беспокоят.
Вы должны понять, вот даже с этой политикой, вы должны понять, вот посмотрите, если провести на сегодняшний день всю аналогию всех абсолютно революций, которые когда-либо происходили на территории всех абсолютно стран, то можно сказать, что каждая из этих революций неминуемо привела к гибели огромного количества людей. Октябрьская революция, после Октябрьской очень много людей было убито, концлагеря, там, ГУЛАГи и так далее. То есть да, много сделал Советский Союз, но революция привела к тому, что какая-то часть людей была уничтожена. Их уничтожали и в Пиночет. Одним было хуже, другим было лучше. И сказать, что те, кому было хуже, этих людей было мало, это не так. Я поэтому все время говорю, как вы где-то не можете понять, что никто не сможет изменить что-то в стране, потому что используются пиар-системы, пропаганды, которые предварительно выявляют потребности тех людей, которые находятся. И то, что человек перед вами говорящий говорит, он за это не несет не только никакой ответственности, он за это не несет даже малой ответственности. То есть все, вот смотрите, таких же не было людей, которым говорили, вот у вас во время вашей предвыборной кампании были обещания, вы говорили это. Он говорит, я не говорил. Это говорила пиар-компания, которая создавала условия продвижения меня к моему политическому рубежу. Вернее, к моей политической задаче. А я ни при чем, я вообще ни при чем. Они меня двигали, они виноваты. Но тогда они же подписывались твоим именем. Ну хорошо, допустим. Тогда где вы видели хоть одно вот такое судебное слушание или какое-нибудь заседание или обсуждение, где вот то, что человек говорил и соврал, в дальнейшем можно было бы ему предъявить? Нигде. Именно поэтому я хочу вам сказать, что сделать это невозможно. И это сделать невозможно будет никогда. Нужно ли при этом поддерживать этих людей? Да как хотите. Я хочу вам сказать, что сам я никогда в политику не пойду. Почему? Дело в том, что в политике невозможно сдерживать свои обещания, потому что там находится огромное количество людей, которые не сдерживают свои слова, не сдерживают своих обещаний. А если человек не сдерживает своих обещаний, то какой он? Помните, я говорил сегодня, человек, не сдерживающий свои обещания, лгун. Именно поэтому люди, которые двигаются и при этом говорят о своих обещаниях, их не сдерживают свои обещания перед людьми и вновь становятся теми, кем они являются, и вновь не сдерживают, то вокруг них точно такие же находятся люди, конечно. Это сборище людей, собрание людей, которые управляют странами, которые никогда не сдерживают свои обещания. Скажите, можно ли доверять людям, которые не сдерживают обещания? Нет. А откуда это все началось? Это началось с измен. Семья — это не модно. Детей давайте бросать. Жена можно там на стороне искать и так далее. Сексуальность — это важнее. Не сдерживать обещания — это весело. Люди все равно там поймут, знаете. И вот на это все смотришь просто. А если бы вот мамы не сдерживали обещаний перед своими детьми, то тогда на этом был бы мир закончен. Именно поэтому я все время говорю, уважаемые господа, старайтесь максимально всеми своими силами не быть участниками активного обсуждения левой или правой пропаганды. Любая пропаганда имеет цель сделать так, чтобы как можно больше людей выплеснули негатив. И в тот момент, когда количество этого негатива достигает критической нормы, начинаются войны, которые мы увидели на территории Украины, мы увидели на территории других стран, Чили, там, и Кубы и так далее. То есть зачем это делать у себя? Сейчас это очень ярко происходит в Беларуси. Я на спор могу спорить, кого бы или какого бы человека не выбрали в Беларуси, будет хуже. Лучше не будет. Кого бы дальше не выбирали в тех странах, где мы находимся, почему так происходит? Все это связано с многими процессами, которые сегодня обсуждать не будем. Тем не менее, вот такой вот мой совет.
Как по мне, знаете, как человека, который занимается лечением, как по мне, то пусть лечит один врач. Знаете, один и тот же врач и лечит, и лечит, и лечит. Вот потом к нему претензии. А так, один врач полечил, ничего не получилось, второй врач полечил, ничего не получилось, третий врач, и претензий предъявить не к кому. Очень часто люди спрашивают вот так у меня: Андрей Андреевич, откуда вы все это берете вообще? Как вообще формировалась ваша идеология, ваше воззрение? Можно ли найти где-то, как вообще создавалась эзотерика ваша? Она создавалась вот таким путем. В какой-то момент я начал думать, от чего, что является мотивацией для нашей человеческой жизни? То есть, что нас мотивирует жить? Для чего мы живем? То есть где эта точка, от которой можно отталкиваться, чем мы можем быть мотивированы? И, наверное, точно так же, как все, читал высказывания Достоевского, Толстого, Иисуса Христа и Будды, которые говорили о том, что любовь является чуть ли не одним из самых важных элементов или качеств. И я могу сказать, что это не так. Почему я считаю, что это не так? Дело в том, что любовь является рычагом. Любовь является тем, что может... Любовь не конечное чувство человека, потому что любовь как чувство, оно не является чувством. Почему? Дело в том, что любовь, зачем она нужна? Для того, чтобы что сделать? Для того, чтобы у человека что произошло? Давайте, когда уже что произошло невозможно сказать, то тогда это конечная как бы задача. То есть мы грубо ищем философскую доктрину, которая может быть стартом нашей жизни и от которой можно оттолкнуться, которая объяснит нам, по идее, зачем мы живем, что является мотивацией нашей жизни и что необходимо сделать для того, чтобы жизнь наша изменилась. И ответ такой: любовь, конечно же, нет. Почему? Потому что это не конечное состояние. Любовь нужна для чего? Для получения удовольствия. А удовольствие что создает у человека? Радость. А радость что создает? Ничего. Может быть у человека конечным состоянием его души или его восприятия психоэмоционального это либо радость, либо огорчение. Таким образом, любовь является инструментом для того, чтобы создать у человека либо радость, либо огорчение. А если это не конечный элемент, то тогда нельзя отталкиваться от этого элемента. А еще любовь фактически является не настоящей. Почему? Дело в том, что Бог любит, наверное, всех одинаково, а человек нет. Почему? Ну вот пример такой. Лабораторные исследования человеческой души выглядят следующим образом. Мы готовы любить тех, кто хорошо одет, тех, от кого хорошо пахнет. И не готовы любить человека, который болеет там, проказой, или болеет сифилисом, или болеет там, каким-то очень тяжелым заболеванием. Почему? Если бы любовь, о которой говорил Иисус Христос, или если бы любовь вот такая обширная, она была бы у каждого христианина, и она, по идее, и есть у каждого христианина, то тогда почему есть дети бездомные, почему этих детей не принимают в свои семьи эти люди, почему в церквах нету домов, где бы эти дети воспитывались, и не строили бы эти церкви, а строили бы такие дома, где можно было бы кормить таких детей, выращивать, давать им образование. Почему? Но проявлять свою любовь по отношению к таким существам несчастным. Но этого же нет. Почему? Потому что любовь обычно у нас формируется за что-то. То есть я готов его любить, если. Я готов его любить, если он там чистый, если он хороший, если он умный. Даже я его готов любить из сострадания. Но я его готов любить из сострадания, но так любить это значит безвозмездно что-то отдать человеку. Или любить это просто любить, ничего не отдавая. И здесь такой момент, хорошо, для чего человеку даже любить, ничего не отдавая, чтобы что при этом испытать? При этом человек должен испытать радость или огорчение за то, что он любил безвозмездно или там еще как-то. От осознания того, куда пошла все-таки эта любовь и во что она превратилась.
Именно поэтому любовь как стартовый элемент не может рассматриваться эзотериком или адептом. А вот элемент радости или элемент огорчения может быть элементом, который может быть стартовым механизмом. И если подойти к концепции всего происходящего в нашей жизни с позиции радости или с позиции огорчения, то здесь можно сказать о таких вот моментах, которые заключаются в том, что человек сам добровольно принимает решение для того, чтобы огорчаться на какую-то ситуацию или радоваться за счет какой-то происходящей с ним ситуации. Так вот, я вам хочу сказать еще раз эти слова. То, насколько мы огорчаемся и то, насколько мы радуемся, исключительно делает нас очень везучими людьми. А везение является одним из самых главных элементарных качеств человека, которые могут помочь ему быть и богатым, и счастливым, и так далее, и здоровым даже. Таким образом, если бы гипотетически мы нашли бы возможность получать радость, и стремились бы к этому своему желанию, и те ситуации, которые в жизни нашей происходят, мы бы их настраивали на всеобщее понимание того, что нужно от этого получить радость. Если бы радость была основной задачей нашей жизни и не была бы подменена радостью, которая возникает от принятия наркотиков, алкоголя, там каких-то несерьезных связей половых там, с кем-либо, то это, скорее всего, привело бы нас мгновенно, за очень быстрый период, к очень хорошей жизни. Нам бы начало вести. А как живет человек? Ну, три вида. Первый, он огорчается в основном. То есть, что же должно происходить с человеком, который все время чем-то огорчается? Что должно произойти? Помните, я говорил, именно наши чувства и создают те события, которые происходят. Эти чувства создают эти события. Когда я начал рассматривать человека с позиции влияния, то я начал понимать, что если человек лечит один человек другого, то что он отдает? Он отдает свое персональное чувство радости этому человеку. Именно поэтому, если целитель помог, то у него появляется ощущение отсутствия радости в жизни и так далее. Именно поэтому, когда человек говорит, я тебя благодарю, там, или я тебе там, хочу пожелать и так далее, то у этого человека может исчезнуть радость. Очень часто люди, которые искренне дарят людям любовь, они теряют радость. Нужно ли это человеку? Да, это является как бы моей основной идеей, с помощью которой человек может видоизменить свое существование, изменить свою судьбу. Если направить радость в середину себя, излечишься от всех заболеваний. Направить своего ребенка, который пьет, он излечится от алкоголизма, а эту радость, направив свою жизнь в свою жизнь, сможешь создать условия великолепной жизни, богатой, состоятельной, ну и на самом деле улучшить качество жизни за счет нарабатывания везения. Потому что один из самых важных критериев человека, который занимается по моему методу эзотерикой у меня, является то, насколько этому человеку начинает вести. И я об этом очень часто говорю. Одна из паранормальных способностей, которые мы всеми своими фибрами и силами развиваем у себя во время прохождения моих ступеней, заключается в том, что на фоне методов, увеличивающих радость и упаковывающих радость в человеке, мы развиваем у себя невероятное качество фортуны и везения в жизни. Сам Бог начинает обращать на нас внимание, и зло не проявляется никаким образом. Почему? Зло проявляется только у тех людей, которые ищут это зло. Они ищут их в комментариях, сами проявляют это зло и так далее. Мир не идеален, в этом ничего страшного нет, но мы можем быть идеальны по отношению к отправной этой точке. Мы можем себя даже не заставлять, а как бы воспитывать в сторону, что у нас есть все-таки свой персональный добровольный выбор. Мы в этом выборе можем состояться. Это сложный путь, он высокодуховный. Вот смотрите, разменяться на 10 женщин или на 100 женщин для того, чтобы с ними переспать, даст радость короткую. А жить в семье, где женщина твоя дает постоянно тебе радость от того, что она рядом с тобой живет, ты можешь заботиться, она может заботиться, ты можешь приготовить еду для детей, купить для всех подарки, куда-нибудь их отвезти, обниматься с ними. Это бесконечная радость. То есть
внезапная радость от алкоголя или еще чего-то, или бесконечная радость. Для чего необходимо человеку семью? Чтобы испытывать в семье бесконечную радость от того, что ты можешь быть полезным, от того, что дети растут, от того, что у них там меняются зубы, там, от того, что они имеют потом свою семью, от того, что этому надо радоваться. И в тот момент, когда мы начинаем страдать, мы это страдание тоже пускаем в сторону своих детей, как обычно это делают мамы или папы, которые этим вредят своим детям. Зачем о них переживать? Хотите им помочь, запускайте в их сторону не любовь, а радость. Ладно, что-то я сегодня задекларировался, да? Итак, отвечаю на вопросы. Здравствуйте, задайте мне вопрос по данным постам, я отвечу на него в завтрашнем бесплатном вебинаре по пятницам. Итак. Ух ты ж, как много. Ого, 500 вопросов. Ага, сегодняшние вопросы буду читать. Вера Кириндясова. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Можно ли заниматься практиками в комнате, в которой муж слушает шумы на компьютере? Спасибо. Да, конечно, пожалуйста. Как избавиться от геморроя эзотерически? От геморроя эзотерически необходимо избавляться так. Представляете, будто там, где у вас болит, вы испытываете состояние радости. И вы таким образом избавитесь от геморроя. Были люди, которые мне писали: Андрей Андреевич, огромное спасибо, низкий поклон за то, что дали данный метод. Данный метод является панацеей. Если вы можете испытывать состояние радости, то направьте состояние удовольствия, радости, нежности в то место, которое у вас болит. Вы откроете для себя удивительный процесс самоисцеления и саморегуляции. Мариам Гугушвили. Задаю и никогда не отвечаете, к сожалению. Ну вот, видите, могли бы задать, я бы ответил. Вита Попова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, как сказывается тоска по умершему мужу? Люблю и очень скучаю. Я хочу дать вам совет. В тот момент, когда человек тоскует и скучает, то он должен обязательно не находиться дома. Когда человек любит, когда человека бросили, когда человек там переживает, ему нельзя находиться в закрытом пространстве. Как можно больше гуляйте, как можно больше общайтесь с кем-нибудь. Не находитесь сам на сам с собой. Еще очень ухудшает состояние алкоголь, сахар, бессонница. Обязательно гуляйте долго, обязательно не находитесь дома, обязательно каждый день разговаривайте с подругой. Уединение, прятание будет заставлять вас копаться, и вы начнете себя мучить такими вопросами. Почему это произошло? Я могу ответить: пути Господни неисповедимы. В чем я виновата? Причем тут вы? Там, а что я могла сделать? Могли бы сделать, 100% бы сделали. Хорошо, если бы могли сделать, то скажите, от того, чтобы вы могли сделать, то сейчас вы должны просто придумать, что вы могли сделать, и теперь у вас есть обвинение. Теперь вы должны страдать от того, что вы себя будете обвинять, что могли бы сделать и не сделали. Есть очень хорошая пословица: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Знаете, а мы так живем, никогда никто не знает наперед, что произойдет. Поэтому пусть оно будет так, как оно ложится. К этому необходимо отнестись риторически. Какое качество прекрасное может создать человек, который потерял близкого человека, который страдает? Это состояние или качество веры в то, что все будет хорошо, качество веры в то, что будет все хорошо, качество надежды, что будет все хорошо, и качество того, что человек начинает понимать, что жизнь не закончена, ее все равно придется прожить. И выбрать для себя, это путь все-таки радостный, несмотря ни на что умудриться переступить через такое горе, несмотря ни на что преодолеть это все. Создать вот такое, выкристаллизовать в своей душе еще одну грань, это грань надежды на счастье, грань надежды на то, что все будет в жизни
самым лучшим способом. Либо второй вариант развития событий — это перейти на сторону темноты и после этого темных сил и быть человеком, который всех во всем обвиняет себя, окружающих, близких, там, виновников, невиновников, обсуждает свое горе, развивает это горе, погружается в это и делает жизнь потом свою и окружающих ему людей, и мира целого невыносимой. Кристина Мавромади. Уважаемый Андрей Андреевич, какой метасоник подобрать? 5-й. Дмитрий. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, наладится у нас в ближайшее время с женой финансовое положение? Нет, скорее всего, так быстро не наладится. Что такое, как быстро наладить финансовое положение? Это все связано с таким пониманием, как работать и верить, и очень быть целеустремленным человеком. Работать, очень целеустремленным быть, стараться каждый день что-то делать для того, чтобы быть богатым. Знаете, очень часто люди говорят так: Андрей Андреевич, я вот занимаюсь магазином, и у меня там ничего не получается. А я всегда задаю такой вопрос: как вы продаете? У меня есть интернет-магазин, туда никто не заходит. А вы должны быть человеком, который знает, как продвигать это все. Ну, я нанял людей, а сами? А вы можете проверить, сделали эти люди работу или нет и так далее. Таким образом, человеку обычно не хватает только знаний о том, как можно очень быстро что-либо продавать. Такие знания сейчас есть. Это построение тоннелей продаж, построение воронок продаж, создание лендингов и так далее. Просто люди не заметили, что весь мир сейчас он изменился. Весь мир перешел в мир телефонов. И теперь все продажи или большинство продаж, они совершаются через вот этот аппарат, который называется телефон. Через телефон предлагают, через телефон продают, через телефон это все делается. И там есть свои принципы раз, там есть своя конкуренция два, и этому всему нужно обучаться. Поэтому, когда человек говорит: я на базаре, как и раньше, работаю, я говорю: будущее не за вами, потому что будущее за тем, кто продает через интернет. Анна Гаприндашвили. Здравствуйте. Сделаю все, что могу. Ритуалы, практики ваших других эзотериков. Но никакого результата не получается. Что нужно сделать? Спасибо. Я хочу дать совет вам, Анна Гаприндашвили. Не будьте бегающей женщиной. Выберите для себя одного врача, и пусть этот врач вас постоянно лечит. Если вы выбрали Дуйка, уже следуйте тенденции Дуйка, следуйте одной его и той же философии, которую он пихает в этих 7 ступенях. И будьте все время теми людьми, которые следуют данной философии, не обращая внимания. А так человек начинает: то там схватил что-то, то там схватил. Так толка не будет, знаете. Это тоже является предательством. Милена Нарышкина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У моей дочери свой мебельный бизнес. Все ваши эзотерические практики работают на ура. Вот только ее муж, участвуя непосредственно в этом бизнесе, все время негативит, оскорбляет клиентов. Все у него дебилы, уроды. Видимо, поэтому половина клиентов отваливается или не хотят платить деньги. Что можно сделать с таким человеком, чтобы он не мешал? В отношениях с дочерью тоже ведет себя как домашний тиран. Может, его можно как-то запечатывать. Я сажаю, и не надо его никак запечатывать. Вы описали человека, который болеет сахарным диабетом 2 типа. Видимо, у него высокое давление, гипертоническое заболевание сердца, ожирение, сахарный диабет 2 типа. И то, что вы видите, это проявление его чрезвычайно плохого самочувствия. Обычно женщины должны нести ответственность за то, что с ними рядом находятся их мужья. И не только эксплуатировать и использовать этих людей, а еще и обращать внимание на то, насколько они износили себя. Очень часто мужчина сам не понимает, что с ним происходит. Так мужчина до 50 лет мог иметь уже диспепсию кишечника, мог иметь гипертоническое заболевание 3 степени, атеросклероз, мог иметь вредные привычки, на фоне которых это все выработалось. Он мог иметь еще или имеет ожирение 2 степени, при этом еще инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа. Вы должны более мягко подойти к этому человеку и сказать: любимый, а давай-ка мы вместе с тобой проверим твое давление, проверим твою глюкозу, сдадим анализы крови и попробуем тебя порихтовать. Потому что обвинять может каждый. Попытайтесь
чуть-чуть с другой стороны. Вот если его полечить, были ли у меня такие в жизни ситуации? Да, были. Я когда-то видел такую семью, они были моими клиентами. Там женщина, ее звали Людмила, условно назовем Анатолия мужа, у них там дети были. И вот этот Анатолий муж, он всегда был таким, шахматы играл, на машине ездил быстро и так далее. Был директором там в какой-то компании, у них был совместный бизнес, жены и его. И он все время там ворчал, все время обвинял жену в чем-то, все время ругал этих людей, недоплачивал. Все для него были дебилами, идиотами. Она не обращала внимания, потому что занималась там эзотерикой, может быть, или еще чем-то, в церковь ходила. При этом она его все время обвиняла в том, что ему нужно измениться и так далее. Ну, тут такой вопрос очень риторический. Никогда как бы не думали, что человек был раньше хорошим, а потом повзрослел и стал плохим. Как бы, если ребенок рождается с одним и тем же характером, то тогда как человек, которому 19, 20, 30 было, он был хорошим, а в 50 стал плохим? Что ж такое поменялось? Я могу сказать, что поменялось. Поменялось в итоге здоровье этого человека. И то, что женщина начала его обвинять, она поступает неправильно. Она не должна его обвинять, она должна найти возможность его полечить. Полечить гипертонию, чтобы давление не поднималось, посмотреть за его диетой, чтобы холестерина было немного. Может, говорит там Толечка, может быть, ты на бокальчик меньше пива или на одну сигарету, или там пообрезать сигареты, чтобы не такая была там, а наполовину, как моя мама когда-то моему отцу выдавала по полсигареты. То есть вот каким-то образом вот таким, это же любимые для вас люди, несите за них ответственность, не обвиняйте их. Да, он дурак, да, но из-за чего он дурак? Из-за давления. Да, он дурак, но из-за чего он дурак? Из-за гипертонии. Да, он дурак, почему? Ну так если ты все время, он болеет гипертонией третьей степени, каждый день лупасит кофе, а вечером пиво. И у него на этом фоне ожирение, сахарный диабет. А на фоне атеросклероза разовьется артериосклероз. Потом отрежут ему ногу, ему будет там 60 лет, ему отрежут ногу, он испытает инсульт, будет прикован. И вы будете страдать и будете говорить, да это у тебя из-за того, что ты плохой был. Это у тебя из-за того, что ты был плохой. Нет, это из-за того, что здоровья не было, потому что он здоровье положил для семьи. Не умея это делать, нас же не обучали, мы же все всегда решительно старались для семьи, то есть поишачить на работе, прийти домой и там хоть как-то успокоиться, выпить 100 грамм, а это повысит холестерин, это приведет там, при этом мужчина там или женщина домой приходят, им нужно как-то стресс этот убирать, потому что все время конкуренция, выживаемость, там нужны деньги, ну и начинается объедание, там переесть, выпивка, суббота-воскресенье, объедание, выпивка в одном лице, отсутствие спорта, ожирение, это все приводит к тому, что у человека портится характер. Почему? Когда много холестерина, когда много глюкозы, когда инсулин заставляет человека все время страдать, появляются перепады настроения, человек не высыпается по ночам, вены болят, ноги болят, и у человека портится характер. Почему? Ну, как хороший характер у человека, у которого, допустим, болит все время бедро. Там моя мама плохая. Почему? Залезьте в ее шкуру. И вы поймете, что мама, у нее то там колет, то там чешется, то там болит. Она, возможно, вам не говорит, у нее все время плечо болит, позвоночник болит, вены болят. А почему это у нее произошло? Потому что она отпахала всю свою жизнь, растила дочку, сына, внучку, там еще кого-то. А сейчас она стала плохой, потому что у нее болит, и она вредничает. Так вместо того, чтобы обвинять, мама, ты дура, ты плохая, нужно ее повезти в больницу. И это и является нашей обязанностью, прямо нашей такой вот силой, знаете, мы должны на это обращать внимание. Знаете, каждый может другого человека заплевать, а выявить, почему этот человек так себя чувствует, не каждый может. Ну так если это близкий, если это любовь, нужно спасти любовь, а не обвинять. В нем столько зла, что собой не владеет в гневе. Конечно, это давление повышается и долбает его. Лейша, Лейла Кушнер, Андрей Андреевич, здравствуйте. Мне очень нужна, видите, все видоизменил. Мне очень нужна помощь. Я теряю близких людей. 16 лет назад маму сбила машина насмерть. В прошлом году муж повесился. Осталась одна с 2 детьми. Всего 2 года и 10 лет, мальчики-двойняшки.
В моей жизни еще будут потери, не будет. У меня постоянно очень сильное чувство одиночества, хочется плакать. Не находитесь все время дома, я уже сегодня говорил. Берите детей и начинайте гулять. Почему так происходит со мной? Самое страшное слово вы используете. Почему? Пути Господни неисповедимы. Ни почему, потому что радоваться нужно уметь, потому что не нужно все время горевать и плакать. У вас же жизнь такая, вы если не обижаетесь, то вредничаете, если не вредничаете, то требуете, если не требуете, то обвиняете. Где же в этой жизни есть радость, скажите? Люди чувствуют плохо, в жизни их происходит плохо, потому что нет радости никакой. А на радости нужно акцентироваться. А мы же акцентируемся на другом. Лора Кравчук, здравствуйте, мне очень нравится моя работа, шью одежду и все, что можно шить. Открыла небольшой интернет-магазин, что-то придумываю интересно, никогда не сижу без дела. Но иногда наступает состояние, что не хочу работать. Как можно повысить свою работоспособность? Прямо завтра будет у нас сангая. Эта сангая будет уникальная. Я сейчас прочитаю, что будет в ходе этого сангая. Мы будем работать над тем, чтобы создать радость в сердце, создать звук атмана, приобрести огромное состояние, подключиться к деньгам, отрезание произвести от клят, от обещаний, уничтожить битые программы, которые, кстати, могут забирать вот такую энергию. Уничтожить нити негативного влияния планет, от врагов, отрезать деструктивные нити кармы. Я дам вам мантру, чтобы врагов не было. Убрать преграды, мешающие создавать семью. Убрать влияние кладбищенской магии. Уничтожить внутреннюю энергию демонов. Создать великий пентакль из 5 планет, дающий материальный доход. Создать великий пентакль и проявить его в себя из 6 планет, дающий человеку абсолютное везение в жизни. Подключиться к энергии потока бесплатной человеческой энергии, представить перед собой, подключить к энергии, чтобы были силы и было желание что-то делать, освободиться от чужих претензий, обряд наполнить свою жизнь радостью на 365 дней, обряд наполнить радостью свое внутреннее тело на 365 дней, чтобы хороших событий было больше, чем плохих, снять с ног путы для того, чтобы открыть дороги и реализацию своей жизни сделать, даст человеку создать условия, при котором можно помочь себе стать спокойным, подключиться к энергии Луны, увеличить в своей жизни силу Юпитера, которая является элементом процветания и богатства, успокоить деструктивное влияние 9 планет на нашу жизнь и увеличить энергию Венеры, которая приведет радость в жизни и желание что-либо делать. Переходите на мой сайт duiko.guru, подписывайтесь на завтрашние сангая и обязательно вместе со мной пройдите все эти эзотерические методы. Как повысить свою пароспособность? Обычно мотивом нашей жизни является целеустремленное желание иметь продолжение своего рода. Именно поэтому я очень часто советую, если нет сил, если ничего не хочется, то делайте зачем-то. Ради детей, ради родителей, ради какой-нибудь идеи. Так жизнь не идеализированная, то есть вы делаете просто так. Зачем просто так? Делайте для чего-то. Что вас может вдохновить в вашей жизни? Что может быть вашей метазадачей? Что может быть вашим максимальным достижением вашего счастья? Работайте ради дома, работайте ради детей. Это будет заставлять вас шевелиться. Или если не получается найти метазадачу, можно смотреть видео, там, где будут изображения маленьких детей. Обычно изображение маленьких детей и видео с такими детьми включает в человеке желание и энергию к чему-то стремиться и чего-либо достигать. Ну и лень исчезает сама по себе. Палочкина Наталья. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, можно ли слушать шумы, читать мантры, проводить обряды и практики, которые есть в открытом доступе не ученикам школы, тем, кто не пошел ни одну ступень? Можно, но я бы все равно советовал людям не использовать магию, а начать использовать философию. Моя школа, она связана с тем, что я даю прежде всего философскую доктрину. Я даю идеи, как можно изменить быстро и очень легко свое мировоззрение так, чтобы быть счастливым человеком. И если к этому подойти именно с позиции философии, то эффективность эзотерических практик, где нужно читать коды, слушать шумы, во много раз увеличивается. Потому что философия без магии плохо работает, магия без философии тоже.
Людмила Мельничук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочется услышать ваше мнение о книге «Протоколы колдуна Стаменова». Это вымысел или действительно были и есть такие люди? Спасибо, ваша ученица, с уважением к вам и вашим знаниям. Я читал эту книгу о том, как мужчину обвиняют в том, что он зарезал и съел чужого ребенка. Я считаю, что это шизофрения в чистом виде. Я считаю, что такие люди, если их задача создавать элементы страдания, то эти элементы страдания создают страдания. Я когда-то уже говорил, вот мне когда-то написала одна девочка такое письмо: я создам для тебя такие условия, я повлияю на тебя энергетически, я сильная могиня и так далее. Я начал смотреть на эту девочку, и что я увидел? Молодая, красивая девушка, которую бросил мужчина, и которая на фоне того, что бросил один мужчина, это был у нее второй мужчина в ее жизни, который ее оставил. Почему? Потому что обидчивая очень. Обидчивая, за собой смотреть не хочет, за мужем смотреть не хочет, придумала себе историю, что все должны ей, все обязаны, что она королева, и что она должна платить интимом, а мужчина будет отдавать ей все деньги и будет ее рабом. И после этого, когда мужчины начинают сталкиваться с этим, то они начинают думать: зачем мне нужна такая? Я хочу, чтобы мы были одна семья. Я буду заботиться о ней, она будет заботиться обо мне. А у нее наоборот. Я с ней буду спать, а теперь он должен все мне отдать. И при этом с ней жить не хотят, это ее озлобило. При этом еще употребление алкоголя, знаете, слушание дурной музыки, запугивание людей и чтение вот этой бестолковой, совершенно ненужной литературы, которая внушает человеку, что теперь он стал магом. Заставила ее поверить в том, что она может сделать какое-то зло. Но зло сделать она не может. Почему? Я когда-то был в Африке, в Уганде, и там я видел человека, колдуна, который делает зло. То есть он может сделать так, чтобы у человека отсохли руки или ноги. Или у человека появилось тяжелейшее заболевание. Когда я общался с этим человеком, то этот человек был весь порезан. То есть у него не было части уха, у него был прострелен рот прямо вот из пистолета там, и с левой стороны у него не было части лица, и оно было сшито как попало. При этом все его тело было изрезано маленькими такими точечками. И спросил у него, что это такое, он сказал: всю свою жизнь я страдал, потому что отец бил, он был там 12-м или 13-м ребенком, потом его призвали в армию, не платили денег, били, потом он в тюрьме сидел. То есть его, в нем создали условия нереальной ненависти. Вот эта нереальная ненависть, которую накопил этот человек, создавал проявление этой нереальной, бесчеловечной ненависти, которую он мог индуцировать за деньги. И вот он стал очень знаменитым, потому что он может сделать зло другим людям. Почему? Он никому не прощал, он всех ненавидел, но он жил. И это создало в нем условия перенакопления вот такого зла. А когда люди, которые живут, люди с хороших семей, с хорошим образованием, их никто никогда не обижал, они жили в комфорте, у них было все прекрасно, то эти люди, они ничего создать не могут. Эта девочка, у нее нет зла этого, оно в ней его мало, оно не клокочет. Это зло, которое может проявиться, которое можно придумать, там, просмотря фильмы или там, слушая какую-то музыку, это 1 секунда. А зло должно накапливаться ежедневно, когда у тебя болит и никто не помогает, когда ты голоден и никто не накормит, когда ты бесконечно начинаешь обвинять, ненавидеть, оскорблять, ненавидишь весь мир. В тебе зло начинает накапливаться и проявляется в виде вот такой структуры, которая в дальнейшем является элементом вот такой магии. Так бывает. У Стаменова это не было так. То есть он запугал ребенка, после этого его сожрал. Это самая обыкновенная шизофрения. Мог ли быть человек большой? Конечно, мог быть человек большой. Мог бы человек деструктивно влиять на другого человека? Человек, который ест других детей, забирая то, что является самым драгоценным божественным даром человечеству или человеку, его жизнь, такой человек не имеет права называться человеком. Такой человек в жизни своей является автоматически демоном каким-нибудь. И я считаю, что
такой человек не может, и такого никогда не было, чтобы такой человек был сверхсильным энергетически или мог каким-то образом очень мощно влиять на других людей. Я считаю, что эта книга исключительно недопонимание следователя или исключительно недопонимание самой идеи. Ирина Щупик. Доброго времени суток, Андрей Андреевич. Сегодня ночью оборвали машину, раскурочили дверь, украли акустическую аппаратуру. Как хочется их как-то взбодрить. Это ли есть какой-то метод? Я, конечно, повосхищалась, как они изуродовали дверь, но хочется еще чем-то им помочь. Можно сказать так. Взяли... Хорошо. Дело в том, что у нас, у эзотериков забрать ничего нельзя. Мы можем жить дашь на дашь. То есть вы у меня забрали это, а я у вас счастье и здоровье в придачу. То есть вы, хорошо, я вам отдаю то, что вы у меня украли, а взамен я теперь забираю вас, ваше счастье и везение. И теперь это у меня останется. Я согласна отдать двери на везение, поменять. То есть вам кажется, украли, а вы можете сказать, мы поменялись. Наталья Мищенко. Андрей Андреевич, как эзотерически можно повлиять на ребенка, чтобы он перестал комплексовать в общении с детьми? Ситуация такая. Мы год назад переехали в Польшу, из 2 детей меньший, который был всегда смелым, разговорчивым, стал комплексовать. В учебе все получается, языки иностранные даются легко, а говорить с другими детьми стесняется. У старшего все наоборот. Вы описали нехватку магния у ребенка. Начните ему давать магний на протяжении дня в больших дозировках, а утром кальций. Купите кальций и магний, утром давайте кальций, а в обед и вечером магний. За 1 месяц ребенок будет другим. Видимо, у него выделяется адреналин на фоне того, что сердце не сокращается, кальция не хватает. А то, что вы переехали, это скорее всего связано с тем, что там у вас было особое питание, а сейчас питание другое. Перестаньте давать глюкозу, уменьшите количество глюкозы, увеличьте количество белковой пищи, давайте как можно больше кальция и магния. Творожок, орешки, мясо, чтобы это было постоянно у вас на столе вашем. Юлия Гато. Добрый день. Первой ступени вы даете информацию, как заряжать кольца от негативного влияния планет. Можно ли носить кольца, купленные у вас на сайте? Они заряжены также? Да, они заряжены мной. Роза Солодовник. Здравствуйте, дорогой учитель. Подскажите, наша жизнь нашего народа и нашей страны, наверное, взаимно связаны. Может быть, поэтому у меня рухнул бизнес. Хоть и небольшой был, но как-то можно было жить. Что же с нами будет дальше? С вами будет эзотерика. А эзотерика говорит о том, что можно найти радость во всем. Вы должны знать, что находя концепцию радости во всем или в чем-либо, вы можете полностью на 100% изменить свою судьбу. Вера, надежда и любовь поднимают человека из пепла и помогает человеку реализоваться. Не забывайте о том, что то, что мы чувствуем, с нами и происходит. Ваши страдания будут порождать страдания. Начинайте искать возможности испытывать радость, начинайте над этим работать. Ну, все у нас 19:21, и будем благополучно заканчивать. Еще раз хочу вам сегодня прочитать все, что я написал. Сейчас страницы сложу между собой. 2, 3, 4. Что бы было, если бы мать предала своего только рожденное дитё? Смог бы просуществовать этот мир, если бы это сделали все женщины? Наверное, нет. Верность — это одна из самых важных черт, без которой цивилизации бы не было. Верность и честность — это ключи к духовности человеческой. Изменять может каждый, а вот прожить ради тех людей, которые тебя любят, это уже признак высокой духовности. И развивать духовность — это признак того, что человек занимается эзотерикой. Цель эзотерики — развить в себе духовность. Сейчас эти понятия стали совсем не модными. Зло мировое воспитывает в людях бессмысленность верности. Стало модным обижать людей, которые тебя любят, бросать своих детей на произвол судьбы, не нести ответственность, искать секс на стороне. Мы — странная эволюция людей. Мы стремимся проникнуть и изучать самые отдаленные точки Вселенной, но не хотим изучать океан, который под нашими ногами находится и который изучен на 20%. Так и с поиском любви. Не изучив океан любви в своем близком человеке, мы стремимся к неизведанным звездам, видя их в чужих женщинах или чужих мужчинах.
Так же и политики поступают, они не верны своим словам. Для них понятие верности, честности, которое опирается на сдерживание своих обещаний, является пустыми звуками. Это имеет даже модное название — предвыборная кампания кандидата. Их цели и задачи составляются так, чтобы народ поверил в эти цели. А сдерживать эти обещания уже стало немодным. Как называется человек, который не сдерживает свои обещания? Безответственный, ненадежный, лгун. Армия ненадежных и безответственных людей управляет нашими странами. Одним словом, вруны и лжецы. Они стали такими, потому что быть верным и надежным стало немодно во всем социуме. Быть предателем для своей семьи, быть ненадежным вруном для своей семьи, быть сексуальным оплодотворителем, быть пикапером — это сейчас считается очень крутым. Я думаю, что если принципиально не поддаваться идеям измены, если принципиально стараться побороть эти тлетворные желания в себе, если большинство людей прямо с сегодняшнего дня начнут ценить верность как драгоценность, то это взрастит целое новое поколение, цивилизацию людей, верных своим обещаниям, надежным людям. Как лозунг: я за крепкую семью, и за любовь, и за верность людей в семье. Почему в семьях проявляются критические ситуации? Мужчина ищет женщину для секса на стороне. Почему? Чужая всегда лучше. Нет, не всегда. Может быть, свою нужно открыть, которая рядом, и с ней реализовать свои мечты. Как же открыть свою? Это как бы отвечает мужчина. Если своя постоянно грызет и обижается, постоянно имеет и выражает претензии, а чужая обычно ласковая и добрая, пока не начнете с ней совместную жизнь. Это я как бы договариваю. Основные причины, по которым семья может быть разрушена. А. Интимное отношение является инструментом для манипуляций. Б. В момент выбора партнера была использована идея решить какие-либо свои материальные вопросы или вопросы удобства жизненного. Допустим, женюсь на ней, чтобы в Москве остаться. В. С самого начала было множество лжи с обеих сторон. Дальше. Врущие мужчины обычно живут с женщинами-судьями. Они постоянно чувствуют себя преступниками. Им можно дать совет: проявляйте нежность, и тогда получите милость. Невозможно, не изменив свой характер женщине или мужчине, изменить врущего мужчину или женщины, которые рядом с вами живут. Очень часто женщины задумываются, что им необходимо делать для того, чтобы выйти замуж. Мой ответ такой: как ни странно, мужчины очень хотят жить с женщинами или выбрать женщин, которые своим поведением и даже своими поступками демонстрируют свою доступность. И это происходит игриво. Обычно женщина выглядит по-другому. Она насторожена, насуплена, серьезно, лицо не подходи, там, закутано и так далее. Я не говорю о вульгарности в этом случае. То есть я не говорю о том, что женщина должна оголять или делать глубже декольте и так далее. Это должно быть исключительно элемент поведения. То есть это смешливость, это где-то беззаботность, это распущенные волосы, возможно, и так далее. То есть мужчина видит и начинает идти только к той женщине, которая фактически создает видимость, что она доступная. Вот это слово доступность, оно очень важно. Глядя на женщин, которые создают иллюзию недоступности, понимая, что эта женщина никогда в дальнейшем, может быть, и не найдет никогда мужчину. Ее нужно обучать быть доступной. Доступной не сексуально, а доступность — это доступность к коммуницированию. Это возможность там находить общение, быть человеком, который запросто с кем-то начинает разговаривать, улыбаться, коммуницировать и так далее. Вот о чем я говорю, когда я говорю доступность. Я думаю, что если принципиально не поддаваться... Ага, это я вам прочитал. Дальше. Самое страшное слово и мысль для женщины — это «я никому не нужна», «меня никто не хочет». Измените такие мысли в обратную сторону. Дальше. Почему в 21 веке, несмотря на невероятный виток эволюции и невероятный виток индустрии, начали появляться войны, чего не могло быть в 2020 веке? Я уже говорил, с нами происходит то, что мы чувствуем. Именно поэтому любая ненависть и переживание за рулем непременно приводит к аварии на дороге. Война есть следствие массовой ненависти. А что раньше меньше ненавидели? Скорее всего, нет. Возможно, даже больше ненавидели, чем сейчас. Но есть одно но, и это интернет.
Раньше человек высказывал свою ненависть в устной форме только на работе и дома. Сейчас же он способен это сделать для огромного количества людей в интернете. Это стало неким таким развлекательным элементом, когда люди просто так от нечего делать начинают хамить, огрызаться, писать гадости и так далее. Что заставляет человека написать комментарий под видео, которое выложено 1 месяц назад в моем видео, под моим видео в YouTube о том, что он смотрит уже 3 года и, конечно, врет, потому что видео выложено 1 месяц, и это подействовало на него плохо. Какую цель ставит такой человек? Я знаю, какую цель. Некоторые люди начали получать извращенное желание писать гадости где-либо. То есть человек приходит, и ему все равно. Хорошие там высказывания человека, плохие. Нужно это кому-нибудь, не нужно. Главное писать какие-нибудь гадости. Почему? Видимо, человек болеет. Чем болеет? Сахарный диабет, ожирение, нервные состояния, приступы депрессии и так далее. Но вылечить его ничего не сможет, потому что чем больше человек пишет гадостей таких, тем больше ужаса он в жизни своей в дальнейшем будет получать. Поток такой негативной информации многократно усилил поток негативных чувств, что в свою очередь и начало приводить к появлению войн в 21 веке. Откуда я знаю все то, о чем я говорю? Все это начиналось с идеи миропонимания. Естественный вопрос мой был таким: все происходящие эмоции должны быть зачем-то нужны. В чем наш мотив жизни? Какую задачу преследует человек живущий? Есть ли единородный мотив для того, чтобы что-либо делать? Он есть. Дети нужны для того, чтобы любить, любовь необходима для того, чтобы радоваться, или деньги для того, чтобы любить, любовь необходима для того, чтобы радоваться. То есть, как бы я ни стремился обнаружить что-то другое, единственным мотивом для жизни человека и его стремлением является состояние получения от любого действия радости. И в этом случае, если радость является единственным мотивом, то человек может иметь добровольный выбор своего восприятия своей жизни с целью получать либо радость, которая создает элементы везения в жизни, либо получение страдания, которое создает элементы невезения в жизни. Может ли любовь спасти мир, как написал Достоевский в своей книге? Ответ нет. Так как только Бог может любить всех и всех без разбора, человек же всегда любит за что-то, кого-то. Является ли любовь конечным чувством? Для этого необходимо сказать, а что происходит, когда мы ее ощущаем? Мы ощущаем радость как конечный этап проявления любви по отношению к нам или нашей любви по отношению к кому-то, радость или страдание. Именно поэтому любовь является промежуточным, а не конечным чувством человека. Любовь можно подарить, то есть создать этим инструментом радость у человека или страдания. Именно поэтому неизвестно, что когда мы ее дарим, совершаем ли мы в этот момент добро или зло. Поэтому дарить свою любовь кому-либо не очень хорошо, так как мы не знаем, что человек ощутит после этого состояние страдания или состояние радости. Если страдание от нашей подаренной любви, то тогда эта любовь будет омрачена, и тогда мы за это получим. А в случае, если радость будет отблагодарена. Радость как гештальт может открыть множество идей для понимания строения и внутреннего состояния здоровья человека и его реализации. Направь радость, удовольствие и наслаждение внутрь своего тела, и вы будете всегда здоровыми. Если направить радость в виде наполнения жизни другому человеку, он будет очень везучим. Ощущайте и чувствуйте радость в сердце, направляйте ее в свою жизнь, и жизнь ваша будет прекрасной. С радостью всегда нужно идти вперед, даже если там ад кромешный. Когда дойдете до места, где находится ад, там окажется рай. Это мои такие вот оканчивающие данный вебинар слова. Еще раз хочу сказать, в этом месте находится ссылка QR-кода. Обязательно наведите на него телефон и подпишитесь на нашу рассылку и наши новости нашего сайта. Это позволит вам быть всегда... позволит вам всегда получать в Вайбере или в WhatsApp или в Телеграме от нас сообщения о том, когда же пройдет моя встреча, когда будет следующий вебинар, когда или где там будут публиковаться там мои новые семинары, книги и так далее, когда я буду вновь с кем-либо общаться. Всю эту информацию вы сможете получить и быть первым, если вы подпишетесь прямо
сегодня, перейдя по ссылке QR-коду. Также в описании под данным видео вы можете увидеть огромное количество ссылок на мои сайты, на покупку препаратов компании «Тибетская формула», на переход на мой сайт персональный Дуйко Гуру, где можно почитать информацию обо мне. Также есть ссылки, где вы можете перейти в социальную сеть впотоке.ком, которую я создал, а также можете перейти на мои страницы в Инстаграме или в другие социальные сети. Магазины атрибутики, приобрести книги и символы, талисманы там, и так далее, атрибуты для занятия магов от Андрея Дуйко. Я еще раз хочу пожелать вам запомнить мои слова. Радость может помочь человеку изменить его жизнь. При этом ощущать ее можно и в виде удовольствия, и в виде нежности. Найдите свою персональную, найдите, пусть она все время в вас находится. Ну и второе, наверное. А если безрадостно и все болит, ищите возможности. Нас закапывает то зло, в которое мы попадаем. Всегда помните мое высказывание о том, что мы являемся, с нами происходит то, что мы чувствуем. Чувствуйте и старайтесь воспитывать в себе чувства, которые будут позитивными, которые будут конструктивными и которые смогут вас вырвать из того часто ада, в котором вы оказываетесь. Еще раз, как учитель эзотерической школы, хочу сказать, эзотерика в моем понимании является элементом помощи человека, выхода его в высокий духовный уровень, который подразумевает, что человек становится везучий, человек становится богатый и человек становится счастливым. И могу сказать, что один из элементов обретения духовности является семья. Почему? Потому что семья — это бесконечное проявление радости. Радость от того, что растут дети, радость от того, что близкие рядом, радость от того, что кто-то заботится, радость от того, что ты можешь позаботиться о ком-то. Таким образом, инструментом для этого всего является любовь. То есть мы это делаем с именем любви, заради любви, но задачу все равно, как бы основное качество, которое мы испытываем, это радость. Наше добровольное желание испытывать радость и искать эту радость в наших женах и мужьях, в наших детях и близких, и делает нас в дальнейшем везучими, а значит высокодуховными существами. Начинайте обучаться моей эзотерической доктрине, проходите обязательно первую ступень школы Кайлас и по возможности платную версию. Это полностью изменит вашу судьбу. Скажите мне, можно, если у человека все очень плохо, ему ничего в жизни не помогает, то на что бы вы могли пойти ради того, чтобы изменить свою судьбу? Скажите, вы бы готовы были заплатить $200, чтобы изменить то тотальное невезение и то тотальное ухудшение жизни, в которое вы попали? Если да, то тогда купите себе первую ступень и начните свою жизнь совершенно в другом формате после прохождения моей первой ступени. Обязательно подписывайтесь, обязательно следите за следующими вебинарами, посвященный эзотерике. И вот с чего мы его начнем. Сегодня я опубликовал текст в своей группе Дуйко Кайлас и РТЕ в Facebook. Здравствуйте, у вас есть вопросы, вы хотите мне их задать, отвечу на ваши вопросы в сегодняшнем эзотерическом вебинаре. Публикацию я сделал 7 часов назад, и за это время я получил 166 комментариев к этой публикации. И сегодня я постараюсь максимально ответить на все ваши комментарии и все ваши вопросы. Ага, все идет у меня звук, все хорошо. И видно, и слышно, ура. Итак, начинаем. Наталья Пупосой. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо огромное за вашу помощь, которую дарите людям безвозмездно. Низкий вам поклон. И вам тоже спасибо, очень приятно получать такие комментарии. Ирина Биллингтон. Слава и почета, совершений вам, Андрей Андреевич, спасибо. Скажите, пожалуйста, если человек снимает жилье, и оно ему очень нравится, есть желание приобрести его, то если что-то сделать для этого жилья, например, приобрести новую стиральную машинку, возможности покупки от этого жилья увеличатся. Я хочу вам сказать, как увеличить возможность покупки жилья и как мы совершаем ошибки. Итак,
Очень часто мы совершаем ошибки, потому что мы хотим конкретно что-то, не понимая, что конкретно что-то, оно обычно не наше. Я очень советую обращать внимание более на форму, чем на внутреннее содержание. То есть обращайте внимание, что вам нравятся подобные квартиры и подобные дома. Подобные мужчины, а не конкретно мужчина какой-либо. Подобный дом, а не конкретно этот дом. Подобная квартира, а не конкретно. Подобное расположение, а не конкретно это расположение. Дело в том, что если бы она принадлежала вам и хотелось бы к вам, то вы бы ее непременно уже получили. А так как вам нравится что-то подобное, то хотите подобное, тогда быстрее это произойдет. Очень часто люди, направляя свое внимание и свои пожелания на что-то конкретное, создают очень большие заторы и помехи в своей жизни. И в дальнейшем это является одной из ключевых причин того, что они не получают больше. Почему это нам не подходит? Рассматривая все с позиции эзотерики, можно сказать, вы не можете здесь жить, потому что Бог охраняет вас, потому что, возможно, проживая здесь, может быть какой-нибудь несчастный случай, возможно, картины жизни, изготовленные вашей судьбой, предназначили для вас какую-то особую судьбу, в которой, скорее всего, появится любимый человек, и этот любимый человек, он не найдется, если вы будете жить исключительно в этой квартире. А вы хотите конкретно, я хочу вам сказать, обращайте внимание более на форму, чем на содержание. То есть говорите себе так: мне нравится не конкретно эта квартира, а такие квартиры, как эта. Мне нравится не конкретно месторасположение этой квартиры, а месторасположение подобное, как у меня месторасположение вот в этой квартире. Таким образом не совершите ошибок. Надеюсь, я вас не обидел. Нужно ли желать то, в чем вы живете? Нет, не нужно желать. Все будет быстрее, если вот так не желать. С.А. Вакуленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, каким эзотерическим способом можно вылечить сколиоз, грудной отдел? Спасибо за помощь. И тут же Олег Буслаев. Упражнения для спины и заливка позвоночника и так далее. Большое спасибо. Ответ, я так понял, не нужен. Ирина Биллингтон. Расскажите, Андрей Андреевич, если спать в колпаке, это является защитой от инфернального мира во время сна? Сейчас очень сильно все лезут к человеку из этих миров. Что еще, кроме очищения пространства, является защитой от духов? Я рекомендую завтра участвовать в моем сангая, так как это сангая будет посвящено как раз работе с тем, чтобы ограничить воздействие на человека негативных и деструктивных энергий, которые могут быть следствием неправильного расположения астрологической картины и по отношению к вам. Также влияний того, что вы назвали инфернального мира. Будет ли колпак помогать? Будет, да. Тем не менее, хотелось бы сказать, не нужно искать для себя в своей жизни специально объяснений того, что это не происходит из-за того, что что-то влияет. Это не происходит, потому что есть какое-то влияние. Вы должны знать, что жизнь человека, как вожжи, полностью находится у него в руках. И только 1-5% это могут быть влияния. Именно поэтому иногда люди думают, что влияние это 95% и только 5% в их собственных руках. И это обман. Всегда знайте, что большинство всего в нашей жизни происходящего исключительно связано с нашими желаниями, намерениями, с нашими целеустремлениями и так далее. Поэтому колпак здесь все равно ни при чем. Ирина Биллингтон, что-то вы зачастили. Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие 3 года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и было индустриализация или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое заселение, покидание земель и заселение городов. И города несли некую такую тенденцию, и смысл городов заключался в том, чтобы там жили одновременно те люди, которые будут работать в индустриальных вот таких заводах, фабриках и так далее. Когда мир перешел в эпоху, наверное, сферы
индустриализация, она закончилась, все перешло в сферу услуг. Вот в этом мы сейчас живем. А технологический процесс, который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там, всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом, позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило, это все освободило тех людей, которые живут в селе, от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города. Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие там 3-4-5 лет. Скорее всего, произойдут изменения, которые связаны с расчетами, то есть те барьеры, которые сейчас ставятся банками, государственными банками каждой страны и пытаются это как-то контролировать, переводы денег и так далее, все равно как бы стираются по чуть-чуть, и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономического пространства, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которая связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться, и от того, где живет человек, значения не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего, города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать. На сегодняшний день есть конгломераты, это города с огромным количеством проживающих в них населения. Допустим, Стамбул 20 миллионов населения или 18 миллионов населения. Далее Мехико около 60 миллионов населения. Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет. Всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количества людей и демографии общей увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то количество людей, которые есть на сегодняшний день, оно бы не смогло прокормиться и уже бы не хватало там пищи этим людям и так далее. А это именно писали в 90-х, вот в 80-х годах, о том, что через 10-20 лет количество людей увеличится, это произошло, им будет нечего есть. Я согласен, если бы все было на уровне 90-х годов, то есть не было бы генетически модифицированных продуктов, специальных веществ, которые усиливают рост этих продуктов, там гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, там, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Поэтому, если хотите, хочу, в общем-то, ответить на вопрос так. В ближайшие 3 года выживут ли люди в городах? Да. Они выживут и ближайшие 3 года, и ближайшие 300 лет, и ближайшие 3000 лет. Все в порядке. Татьяна Борелюк. Ну, я решил, что отвечу на все вопросы.
2 года назад моя свекровь купила у нас на встрече в Египте для меня, для сына моего 13 лет. Ему сейчас купили шарфы с именами дамы для вас. Я тогда не была вашей ученицей, а сейчас ваша ученица. Можно ли мне этими именами работать? Можно. Добрый день, Андрей Андреевич. Татьяна Борелюк. Плиз, еще вопрос. Сын мой 13 лет, 2 дня после ангины в школу пошел, и опять ему плохо. Нос забит, дышать трудно, но температуры нет. Растерялась, не знаю, как вылечить, включила шумы, аж уснула. Мне хорошо, ему нет. Итак, если ребенок болеет и у него есть заболевание носоглотки, что необходимо делать? Первое. Старинный народный способ использования люголя. Смочите ватный тампон люголем и протрите ему горлышко. Второе. Ингаляции с вареным картофелем. Старинный народный способ. Берется вареный картофель, очищается от кожуры, а еще лучше, если не очищается от кожуры, режется на 4 части, варится 1-2 часа, добавляется 1 чайная ложка соды, накрывается теплым полотенцем или теплым одеялом, и человек вот таким образом начинает дышать с таким картофелем. Также, если не добавить соду, и если болят суставы или болят ноги, таким сиропчиком или таким узваром можно... Такой узвар можно выпить теплым или холодным. Также, чтобы ангина вниз не пошла, как известно, легкие, они любят жиры. Именно поэтому 1 столовая ложка любого жира, сливочного масла или какого-нибудь свиного масла или бараньего жира, какого угодно, на стакан зеленого чая с солью или на стакан горячего теплого молока. И это необходимо выпить залпом. При этом растирание нашатырным маслом или нашатырным спиртом, натирание нижних конечностей рук, верхней части грудной клетки и задней части могут заметно улучшить состояние его здоровья, увеличив иммунитет. Светлана Шацких. Очень рада вам в вашей работе. Мантра какая там есть от простуды, а я за, помните ее. Очень рада вам в вашей работе. Подскажите, как помочь дочери в учебе, чтобы легко училась и чтобы она была влюблена в свою работу. Учится она в экономическом университете. Большое спасибо за внимание. Я всегда говорю такие слова. Оказывается, что для того, чтобы женщине хотелось любить работу и хотелось что-либо делать, у нее должна быть мотивация. То есть она должна себе объяснить, ради чего и зачем она это делает. До того момента, пока она мотив не найдет, это будет считаться для нее бессмысленным. Этот мотив либо вы должны помочь ей найти, либо она сама должна помочь. Я хочу вам сказать, что для большинства женщин, которые обучаются в институтах, таким мотивом до момента, пока у них не появляется семья, такой мотив они найти не могут. Но в случае, если у нее будут дети, можно ее подготавливать и говорить, что вот у тебя хорошая работа будет, а это даст возможность твоим будущим детям жить хорошо и так далее. Одним словом, найдите для нее какой-нибудь мотив. Без мотива неинтересно. Ирина Калинина. Андрей Андреевич, подскажите препараты? Нет. Андрей Андреевич, бывший муж забрал детей 4-8 лет и не отдает решением суда. Но это длительный процесс. Еще и хочет нас выселить из квартиры. Сделал дарственную на свою мать. Какие практики сейчас делать, чтобы защитить детей и выиграть суд? Очень переживаю за детей. Первое, что необходимо делать, обязательно не воюйте. Обязательно не воюйте с этим человеком. Второе, начните каждый день произносить себе, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй, какой он негодяй. Пусть все знают, какой он негодяй, пусть все знают, какой он негодяй. Тем самым вы фиксируете на этом человеке, и правда будет на вашей стороне. Третье, напишите договор, как я обучаю на 2-й или 3-й ступени. Это договор долга, где ваш муж становится фактически вашим должником, ну и так далее. Я, к сожалению, из-за того, что такие вебинары смотрят обычные люди, не являющиеся учениками школы, давать особо эзотерические практики, к сожалению, не могу. Дело в том, что такие эзотерические практики могут рассматриваться людьми как магия, и использовать ее можно будет по-разному. И из-за этого, для того, чтобы магия была более экологичной и, может быть, более правильной, я стараюсь, в общем-то, в открытых вебинарах об этом не говорить. Наталья Лаврентьева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы раньше занимались регрессивным гипнозом. Смотрела ролики сеансов регрессивного гипноза. Там рассказывали, что душа после смерти представляется перед судом. Существует ли таковой? Я такого не говорил. И есть ли уровни, на которые высший суд распределяет души? Нету. Также рассказывали об интерферентах, которые вредят человеку еще при жизни.
Расскажите, пожалуйста, что делать человеку при жизни, чтобы после смерти... Я хочу вам сказать, что не нужно на меня цеплять погоны не мои. Я раньше занимался регрессивным психозом, да, гипнозом, хотя психоз ему больше подходит. Но хочу вам сказать, что я не рассказывал о том, что душа после смерти идет к какому-то суду. Это не так. Если я это где-то говорил, я ошибался, это неправильно. На прошлом вебинаре пятничном я об этом рассказывал. Но могу сказать, что очень часто люди начинают посещать регрессологов. И когда регрессологи... На чем базируется идея регрессологов? Она базируется на том, что человек может найти первопричину своих неудач. Они могут в этой жизни находиться или в прошлой и помочь человеку реализоваться или помочь человеку изменить себя. Но это очень правильно, как бы гипотетически. То есть в случае, если человеку дать возможность убрать страхи какие-либо, то в дальнейшем этот человек станет бесстрашным, значит более чего-то там добьется. Таким образом найти ту причину или первопричину, которая создала этот страх, после этого эту первопричину устранить, и в дальнейшем этот человек забудет об этом и будет более ровным человеком. Но вы никогда не задумывались о том, что любые негативные качества, которые есть у человека и которые он прошел, является для человека уроком, который создает его мировосприятие и его душевные ценности. Если ребенка бы не обижали в школе, то он бы вырос более озлобленным. Так наши негативные ситуации, в которых мы оказываемся, они дают нам опыт. И этот опыт, как правило, хороший. Дело в том, что любой негатив, он создан таким образом, чтобы человек мог стать более добрее. Неприятности, чтобы человек стал добрее, неприятности в семье, чтобы семья стала добрее друг другу. Одним словом, любые проблемы, которые возникают у человека, они нацелены на то, чтобы человек стал более духовным существом, более добрым, более покладистым, более ровным и так далее. В случае, если мы убираем вот такие первопричины, то есть вспоминаем, когда вас обижали в школе, и устраняем это с помощью гипноза, то в дальнейшем у человека появляются проблемы, он изменяет свой характер, и вот эту нить, которая идет с плохого и вырабатывает в душе хорошее, эта нить исчезает, и человек вдруг становится вредным. Я это очень часто наблюдал и не мог объяснить себе, почему это происходит. Почему люди, которые многократно проходят процессы или вот такие сессии, правильно говорить, вот такие сессии регрессивного гипноза или сессии поиска первопричин, или там сессии, связанные с там, допустим, улучшением своего нынешнего состояния, вдруг в какой-то момент полностью изменяются. То есть раньше человек был добрый, хороший, ровный, становится агрессивный, хамовитый, становится злобный, начинает кидаться. Почему? Нельзя убирать все плохое из прошлого. Все плохое из прошлого сделало нас милыми, хорошими и добрыми людьми. Вот так это все устроено. Именно поэтому ковыряться в этом лучше не стоит, потому что обычно у человека портится характер. Напишите мне сейчас в комментарии обязательно в вебинарной комнате сайта duiko.guru, напишите, были ли у вас такие знакомые или сталкивались ли вы сами с тем, что, проходя вот такие сессии регрессивного психоза, расстановок, сессии по возврату в прошлую жизнь и так далее, изменяло ли это в худшую сторону вашу судьбу? Также скажите мне, изменяло ли в худшую сторону обращение к вашему роду и в дальнейшем практике, где вы призывали свой род? Напишите мне правду. И я эту правду прочитаю для тех людей, которые в дальнейшем захотят видеть это видео. Дальше, почему нельзя возвращаться к прошлым жизням? Дело в том, что когда человек возвращается в прошлые жизни, то он возвращается в то место, где он был совершенно старым человеком.
А когда человек умирает, то перед своей смертью, скорее всего, он болеет определенными заболеваниями. Это могут быть заболевания, которые были наработаны на протяжении всей жизни. Заболевания позвоночника, суставов, аутоиммунные заболевания, заболевания, возможно, психические и так далее. Мы же их не помним, эти заболевания. Так вот, когда человек начинает с помощью регрессивных вот таких практик или гипноза погружаться в те события, которые были в прошлой жизни, то он погружается постепенно в свою жизнь, начиная с ее окончания. А обычно окончание обусловлено тем, что там были онкологические болезни, и человек умирал от чего-то или за счет чего-то. А если, не дай бог, там была онкология или ишемическая болезнь сердца, либо тяжелейшая гипертония, разрывы сосудов там, и так далее, то у человека энергетически все эти заболевания передаются в нынешнюю жизнь. И после такого сеанса вы на протяжении месяца можете внезапно, непонятно откуда, обрести самое настоящее онкологическое заболевание, и после чего иметь большие проблемы со здоровьем. Именно это очень часто я тоже наблюдал во время того, когда смотрел за тем, как проводятся сессии регрессивного гипноза и так далее. Итак, Андрей Андреевич, здрасте. Скажите, влияет на судьбу неправильная фамилия в паспорте? Допустили ошибку в паспорте отца, окончание «ая» изменили на «их». А детей потом переписали на эту фамилию с ошибкой. Получается, что это новая фамилия, не имеющая к роду отношения. И это хорошо, что не имеет к роду отношения. Не нужно цепляться за свой род. Ваш род — это вы, живые, с вашими живыми детьми. В случае, если бы род у вас был королевский, то нужно было бы цепляться. А если в роду были люди, умершие от онкологии, неуспешные, если род был или состоял из людей таких нервных, то тогда зачем он вам нужен? Не надо ничего изменять. Живите счастливо, не думайте вы об этих фамилиях. Алла Смирнова, скажите, пожалуйста, почему в жизни повторяется одна и та же ситуация? Я всегда говорил, что необходимо делать выводы. Таким образом, в случае, если человек делает вывод, то он должен быть таким. Допустим, ситуация такая. Один мужчина я жила бросил, второй мужчина жила бросил. Но вы же, когда он бросил, сказали подруге или подумали, ну ничего, ему все простило, все, пусть идет. А не надо было прощать. Но когда я говорю не надо прощать, я не имею в виду, что этому человеку можно разрешать второй и третий раз приходить в вашу жизнь. Я говорю, нужно прощать без надежды на возвращение, раз. И второе, нужно прощать, но твердо для себя знать, что такие мужчины, как он, негодяи и подлецы. Таким образом происходит вычленение такого человека в мире, где обычные подлецы, их из-за того, что мы в большинстве своем прошли путь религиозный, и у нас религиозное воспитание, это религиозное воспитание христианское или какое-либо еще, а в каждой религии говорится о прощении, о всепрощающих таких акцентах, то мы обычно не тянем. То есть мы готовы запросто прощать политиков, которые ежегодно обманывают нас. Мы готовы прощать мужей и жен, которые нас предают и уходят. Прощать тех людей, которые бросают или кидают нас на деньги, не обращая на это внимания. Их нужно прощать. Но нужно знать, что ваше ментальное или осознанное восприятие должно все время фиксировать их как подонков и подлецов. То есть нельзя прощать и отпускать. Нужно всегда знать, что там Коля Герасимов был там тем-то, тем-то. Или мой муж был вот таким подонком, сволочью и негодяем. Вы сделали вывод. Теперь я с такими сволочами, негодяями, как мой муж, жить не буду. Все, теперь это не произойдет. Андрей Андреевич, у моего сына на голове лысина 5 копеек, пятно, родился с ним, что это обозначает? Если на голове пятно и оно более светлого, то это цвета. Это говорит о том, что у человека будет очень везучая судьба, и он ее проживет так празднично, весело и так далее. Еще чем заниматься? Хорошо было бы заниматься, становиться артистом и так далее. Но есть и минус. Обязательно нужно следить за таким ребенком, чтобы не было пристрастий, так как вот такое пятно может говорить еще о пристрастии ребенка, пристрастии к алкоголю там, или еще к чему-либо. Обращайте внимание. Ольга Федорчук. Я начитывала мантры и до 3-го цикла по 108 дней не хватило неделю. Из-за обстоятельств не смогла читать. Значит ли это, что надо читать все сначала? Нет, этого достаточно.
Светак Кучер. Ученица школы приобрела у вас всей семьей 2 метасоника. Вопрос. Можно носить 2 на одной цепочке? Можно, да. Александра Сикорская. Здравствуйте, учитель, спасибо за знания. Прошла 4 ступени, жизнь очень изменилась. Не только у меня, но и у моих детей. Мы приветствуем вашу философию. Начала рисовать египетских богов, а также слушаю много духовной музыки, классику. Верю в новый мир народа Инд. Я счастлива. Огромное спасибо вам. Хочу спросить, если снится имя, отчество человека, которого я не знаю, уже задавала этот вопрос. Если вам снится имя, отчество человека, это говорит о том, что вам дают ваше имя, и оно должно быть для вас духовным. Видимо, примите для себя, видимо, той энергии, которая что-то от вас хочет, необходимо, чтобы как бы вы подключились к энергоинформационному каналу какому-то. И вы должны, если вам приснилось имя, отчество, сказать себе: это мое духовное имя, и в дальнейшем его использовать какое-то время. Тогда придет понятие, что это вообще такое. Видимо, какая-то информация, которая есть где-либо, она к вам будет подключаться через вот такое энергоинформационное имя, которое дают вам, видимо, ваше духовное поле или какое-либо еще. Вера Кириндясов. Здравствуйте. Спасибо за все, что вы делаете для нас. Недавно прочитала, что у людей, практикующих и читающих мантры и коды, которые вы даете нам, и ставших на путь духовного развития, претерпевают такие изменения, что у них меняется ДНК. Это так? Да. Это так. Меняется вообще все у человека. Дело в том, что вот эти вибрационные коды, которые я даю, они невероятно и мощно изменяют человека. Как изменяет? Я, допустим, могу сказать о себе. На протяжении прошлого года и позапрошлого я не болел даже насморком. При этом я все равно контачу с людьми, все равно езжу, там летаю и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что энергоинформационное состояние, которое мы получаем, оно изменяет и наше физическое состояние, включая ДНК. Все в порядке. Валентина Бенькова. Здравствуйте. Как бороться с патологической ленью своей дочери? Подскажите, пожалуйста. Лень — это процесс у детей нехватки кальция. Начните давать кальций. Также вы должны знать, что лень является фактически подтверждением того, что у человека нет мотивации, он не замотивирован. И третье. Когда у ребенка, допустим, проявляется лень, это говорит о том, что где-то есть истощение. Истощение в виде лени появляется, когда есть истощение чувственное. А где оно истощает себя? И нужно определить. И сейчас я по секрету вам скажу. Если ребенок начинает смотреть видео, и в этих видео есть музыка, которая заставляет этого ребенка очень эмоционировать, видео, которое заставляет этого ребенка эмоционировать, очень ярко эмоционировать, то, скорее всего, как бы обратным эффектом его состояния это будет проявление лени. Детей это истощает. Именно поэтому я всегда говорю у себя в семье, нужно обращать внимание на то, насколько наши дети в гаджетах, какую они информацию получают. Если эта информация громкие звуки, нервы, если ребенок при этом напрягается и дергается, это истощает его нервную деятельность и в дальнейшем может привести к тому, что этот ребенок будет сохранять такую энергию, и это будет проявляться в виде того, что ему ничего не будет хотеться, будет все время вот такая лень. Ну вот где-то обращайте на это внимание. Я бы на время забирал бы гаджеты, не давал бы вечером в этих гаджетах находиться. Ну, нужно как-то обращать внимание. Давайте кальций. Если эзотерический метод находить в лесу грибы так, чтобы идешь, и они как на глазах вырастают, чтобы радостно было. Не, чтобы вырастали, нет. А вот звать их необходимо. Идете по лесу и говорите: ну где же ты, мой хороший? Ну где ты, мой хороший? Иди ко мне. Кыс-кыс-кыс, кыс-кыс-кыс. Где ты, мой хороший? Иди ко мне в кузовок. Да, вот Олег Буслаев. Такой ответ можно найти в записях бесплатных вебинарах «Метод с удочкой». Да. Купите себе ультрафиолетовую лампу, грибы светятся желтым цветом. Да. Оказывается, есть ультрафиолетовые лампы для собирания грибов. Это очень удобно. Ночью вы ходите с такой лампой, включаете ее над собой, и она, оказывается, грибы начинают светиться ярко-желтым таким цветом, и их можно найти в любом месте. Я, наверное, уже это рассказывал. Сусанна. Здравствуйте, я из Армении. Как помочь воинам? Мир устроен по принципу того, что во всем мире всем всего хватает.
Армении всегда хватало еды. Я смотрел на армян, они все счастливые люди. Азербайджанцам всегда хватало еды в Азербайджане. Это тоже всегда было. И вдруг в какой-то момент люди решили, что они должны друг у друга отобрать территорию. И кто в этом прав, кто виноват, я не знаю, и, наверное, это меня не касается. Тем не менее, я бы хотел вам сказать, пусть у тех людей, которые придумывают войны, пусть у тех людей, которые хотят, чтобы люди между собой воевали, пусть у них весь их род закончится. Потому что ни одна жизнь, ни одного человека не стоит никакой абсолютной идеи. Ни фактической, ни политической, ни физической. Я плохо отношусь к батюшкам, плохо отношусь к политикам и презираю тех людей, которые благословляют любых воинов на то, чтобы они убивали кого-то или были кем-либо убитыми. По поводу границ, территории и так далее, я хочу вам сказать, что всегда, во всех случаях, абсолютно всегда можно договориться. С кем? Со всеми. Всегда со всеми можно договориться. Когда у людей появляется война, это говорит о том, что две стороны не могут договориться. А что же им надо? Им необходимо деньги, им необходима власть, им необходимо сырье какое-то и так далее. Можно договориться со всеми. Особенно восточные народности. Они всегда могли со всеми договариваться. Всегда. Поэтому, как помочь воинам, хотел бы вам сказать, не нужно лезть к войне. Чем меньше людей обращают внимание на войны, тем быстрее войны заканчиваются. Не нужно следить за информацией по этим войнам, не нужно стараться помогать воинам этим. Это плохо. Умрет много людей, это будет плохо, понимаете? И вы будете частью вот этого насилия. Я человек адвайтичен, нахожусь вне политики. И, как по моему мнению, весь мир, он должен быть без войн. Нельзя, чтобы друг на друга нападали, стреляли, убивали. Пусть эти деньги, которые тратятся на это, идут на исцеление детей, которые болеют онкологическими заболеваниями. Постоянно в связи с ухудшением экологии, в связи с ухудшением общего уровня жизни у людей в наших странах, постсоветском пространстве появилось огромное количество детей, которые болеют заболеваниями. Какими? Это генетические заболевания, онкологические заболевания, это наркомания детская. Сейчас огромное количество наркоманов находится на территории постсоветского пространства. Почему? Потому что наркотики стали дешевые, потому что это внедряют специально в школу, видимо, ведется какая-то политика, не ведется разъяснительная работа, происходит популяризация наркомании, потому что выходят вот такие песни, как там «Я крокодил, буду крокодить», которые популяризируют наркотик крокодил, от которого дети могут умереть за 1 год, став инвалидами, в лучшем случае, в худшем просто закончить свою жизнь. Ну и, в общем-то, новый процесс уничтожения людей. Знаете, бороться за границу, зная, что у тебя умирает огромное количество людей от наркотиков, умирает огромное количество людей от СПИДа, умирает от коронавируса, умирает от туберкулеза, умирает от муковисцидоза, умирает от генетических заболеваний. Очень много людей престарелых, которые живут на минимальную заработную плату, и они не могут позволить себе покупать препараты, в итоге умирают от гипертонического заболевания, от инсульта. Медицина стала, в общем-то, ухудшилась, и, в общем, все стало не в лучшую сторону. Денег не хватает у этих пенсионеров, потому что стоимость жилья и стоимость коммунальных услуг, она растет. Это в итоге не хватает на правильное питание, дети не могут понимать, помогать, потому что они сами выживают. Ну и, в общем-то, это обнищание приводит к тому, что мы видим уже целые полки или целые огромное количество людей, которые неимущие, которые просто хотят уже есть. И это, конечно, очень не радует, это, конечно, очень печально. Ну и понятно, что те политики, которые занимаются сейчас властью, они не обращают на это никакого внимания, потому что ставят совершенно другие задачи, другие цели. Люди, как доверчивые люди, обычно смотрят на таких политиков и говорят: дадим им еще один шанс. Как вы не можете понять, что нет шансов? Люди, которые идут в политику, это люди, которые не хотят работать. Они идут в политику, чтобы воровать. И каждый политик, который будет после этих политиков, будет воровать тоже. И это почему?
Откуда вы это взял? Разве это не доказательство? 20 лет управляет, и жизнь людей становится хуже и хуже. Странно это все. И мне это не касается. Здравствуйте. В философии вашей школы говорится, что не нужно на зло отвечать злом. То есть не нахамить в ответ и так далее. Нет, так не говорится. Абсолютно с этим согласна. Но вот не совсем понимаю. Есть люди, которые вежливость воспринимают как слабость. Например, я пытаюсь решить вопрос с кем-либо вежливо, у меня не получается. А как придет муж и в очень жесткой манере поговорит с тем же человеком, и тут же этот человек ведет себя по-другому, и как-то все решается. Не пойму, в чем же тогда быть? Дело в том, что когда вы, допустим, считаете, что нужно вежливо относиться к какому-либо человеку, то вы в этот момент не можете переключить себя и считаете этого человека частью своей жизни, частью своей семьи. Вот. А нужно считать этого человека не частью. Очень часто человек не может переключиться. Я вам хочу сказать, что когда вы относитесь к другому человеку хорошо, это не значит, что к нему нужно относиться как к мужу, как к ребенку или еще как к кому-либо. Относиться хорошо — это не обмануть человека. Относиться хорошо, он должен, такой человек, всегда чувствовать дистанцию, что вы не родня для этого человека. А мы очень часто начинаем делать так. Мы хорошо относимся, говорим что-то этому человеку, он располагается и думает, да, она ко мне относится, как будто ее сын, дочь, там, друг и так далее. И потом, друг может подождать, А муж ваш, он относится по-другому. Он приходит и говорит, я тебе не друг, я тебе там ушки оторву. Но это ошибка ваша, это ошибка вашего мировосприятия. Да, можно относиться хорошо, а относиться хорошо обозначает вовремя сделать, но здесь здесь как бы не нужно убеждать человека. Здесь не нужно относиться, как будто он родня, не нужно относиться, как будто он самый близкий человек. Он просто работник, он просто сотрудник, работник или еще кто-либо. А если это сотрудник и работник, нужно так и говорить, вы взяли деньги, когда я это все получу. Или давайте будем тогда подключать там силы какие-то и так далее. Никогда в бизнесе не делайте из тех людей, которые являются вашими партнерами, из тех людей, которые являются вашими, возможно, бизнес-партнерами, поставщиками или наоборот покупателями, не разрешайте этим людям объединяться с вами и иметь какие-то семейные отношения. Они ваши бизнес-партнеры, никаких семейных отношений. Почему? Потому что когда будут рассчитываться с кем угодно, а вас будут воспринимать, да ничего страшного, он может подождать, это ж наш друг типа, никакой дружбы. К друзьям относятся хуже, чем к обычным людям. Алена Попкова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, если человек 30 лет грызет ногти и ломает их, есть метод, чтобы избавиться от этой вредной привычки? Там я даю метод на первой ступени обновленный, рассказываю о том, как в четверг можно дать обед. То есть дать обед, не грызть ногти, но нужно подобрать четверг, чтобы это было 4 число. Каждый четверг, ложась спать вечером, говорите, все, а я с завтрашнего дня больше не буду грызть ногти. Если будете это делать каждый четверг, за несколько четвергов исчезнет. Одна женщина мне писала, Андрей Андреевич, огромное спасибо, мне очень помогло бросить курить, я курила 30 лет и вот так вот в один четверг просто бросила. Ирина Козынчук. Я столкнулась, что не понимаю, как получить удовольствие внутри головы. Наведите, если можно, пример. Это удовольствие от мыслей. Вы, если не закончили 6 ступеней, у вас ничего не получится. Как бы вы ни хотели получать удовольствие внутри головы, у вас не получится этого. Это недоступная опция, которая недоступна ученикам до 6 ступени. Поэтому ничем вам помочь не могу. Ученица первой платной ступени, ничего не получится. Можете не заморачиваться. Гульнара Халелова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно шумы от вируса ночью слушать? Да, шумы от вирусов можно слушать ночью. Здравствуйте, как избавиться от панических атак? Мантра такая есть. Припутав трявсы к степлову. И читаете. Припутав трявсы к степлову. Припутав трявсы к степлову. Припутав трявсы к степлову. Читайте это ежедневно от панических атак. Избавляйтесь. У меня сегодня день рождения, пишет Сагира Кушкенова. Пожалуйста, поможете мне, пожелайте мне материального благополучия. Я желаю вам материального благополучия. Пусть у вас всегда будет
материальное благополучие. Наталья Анзина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Наталья Октябрьская. Я собираю обувную коробку. Можно собирать любые монеты, а из копилки можно? Можно. Диана Туда. Здравствуйте. Подскажите, как эзотерически можно высчитать пол ребенка, а именно девочки? С уважением, ваша ученица. Эта информация есть в интернете. Можете... Я не буду обучать этому, эта информация есть в интернете. Зайдите, там все связанное с этим есть. Хочу вам сказать, вчера буквально парся, вот такое есть слово, парся или юзая по просторам или волнам интернета, я столкнулся вот с чем. Сейчас идет очень мощный такой откат материального у людей, потому что инфляция в наших странах, потому что происходят такие вот события, которые связаны с карантином, усугубляются и ужесточаются отношения других стран по отношению там, более слабым странам, то есть все выживают и стараются как-то выжать из более слабых побольше. Это все ухудшает, конечно же, материальное состояние людей во много раз. И у людей появляется идея сейчас использовать мантры, допустим, которые могут приводить человека к материальному благосостоянию. И я хотел бы вас предупредить. Дело в том, что сейчас эзотерическое время, когда ни в коем случае нельзя обращаться к женским энергиям и энергиям денег. Сейчас, эта неделя и следующая, ни в коем случае нельзя читать мантры, начинающие или имеющие в себя слова Лакшми, Дурга, Ом Шри Кали Намах. Вот такое вот ничего читать нельзя. Также ни в коем случае не выполнять никакие практики, связанные с Луной. Никакой там Чандра, Ом Чандра Намаха, Ом Чандра Сваха и так далее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Дело в том, что можно получить очень мощное заражение злобными энергиями женского плана, и после чего быть людьми нищими, бедными, ну и очень сильно от этого пострадать. Почему я это говорю? Вчера видел, пришла такая реклама от Правдиной, которая говорит, давайте читать будем сейчас вот эти мантры. Нельзя. Сейчас время, когда их читать нельзя. Плохо. Сейчас деструктивное влияние планет, Луна очень близко к Земле, и сейчас читать и обращаться к Луне ни в коем случае нельзя, на нее даже близко смотреть сейчас не стоит. А уж тем более выполнять какие-либо практики. Сейчас, если потрясти перед Луной деньгами, когда она будет сходить, такая популярная практика, то кто-то из близких обязательно сойдет с ума в дальнейшем. Поэтому это черная магия, не делайте ни в коем случае. Вита Попова. Купил СНГ, практикую, пока не вижу результата. Может, что-то делаю не так. Стараюсь испытывать в середине себя радость, контролировать свои эмоции. Спасибо за ответ. Одна из, вы знаете, контролировать свои эмоции — это очень правильные слова. Я обычно говорю, что у человека есть духовный рост. Чем выше духовное у человека, тем больше у него материальное. Каким образом это возникает? Вы должны знать, что находя возможность, испытывая состояние радости во внешней части вашей груди, а к этому нужно стремиться, обучать себя этому, вы в дальнейшем автоматически поднимаете свой духовный уровень и автоматически материальный уровень. Верите вы это или не верите? И второе. Быть духовным человеком — это не говорить красивые слова. Быть духовным человеком — это первое, наверное, одно из самых главных качеств — это не делать зла. Это одно из самых важных качеств. Движение к духовности — это не то, что вы делаете добро, помогаете кому-либо. Все это хорошо. А вот не делать зло — это гораздо важнее, потому что обычно человек считает, что он подарит там или положит какие-то деньги в церковь или кому-то подарит шмотку какую-нибудь, и все, он сделал добро. И теперь он может хамить, теперь он может критиковать, ненавидеть, орать, беситься, строить козни близким. Это вот нормально. То есть самое важное вовремя потом сказать: ой, Господи, прости меня, ну и сделать жизнь окружающих людей невыносимой. Так вот, я хочу вам сказать, что когда вы дарите кому-либо, это не считается. Когда вы помогаете кому-либо, это не очень считается. А вот быть человеком, который когда хочет нахамить, не нахамит, когда хочет наказать, не накажет,
когда хочет разорвать, не разорвет, когда хочет сказать ничего. Итак, первое, находите вот здесь в груди радость. Второе, находите ее и увеличивайте, пусть она в виде тепла будет. Это самая главная практика моей школы. Если человек, слушая музыку приятную, если человек, думая о чем-то приятном, находит здесь радость, он будет обязательно богатым человеком. Второе, не создавайте и не служите злу, не создавайте и контролируйте то, где вы можете обидеть и разрушить другого человека. И третье, элемент верности. Он самый главный. Не предавайте тех людей, которые вас любят. Цените людей за их душу. Цените людей за то, что они добрые и хорошие. Цените близких за то, что они верны. Будьте верными своим детям, будьте верными своим семьям, будьте верными своему бизнесу, будьте верными своим обещаниям. Таким образом, развивайте в себя то, что называется духовность. Все три компонента, они помогают человеку достигнуть состояния, в том числе и высокого материального благосостояния. Для чего человеку даются трудности? Необходимы человеку трудности? Ну давайте рассмотрим и этот вопрос. Если бы в один момент, прямо сегодня, у вас бы решились все абсолютно финансовые вопросы, то есть у вас бы прямо сегодня появилось бы столько денег, что вам уже бы не пришлось работать. И вы бы начали просто отдыхать. То есть вы бы отдыхали дома, за детьми бы, дети ваши были бы обеспечены и так далее. Смогли бы вы жить? Я хочу вам открыть секрет. Если вы до этого так не жили, то вы жить с этим уже не сможете. Почему? Особенности такие есть у человека. Есть люди, которые рождаются трудоголиками, есть люди, которые рождаются бойцами, есть люди, которые хотят побеждать и хотят выигрывать, есть люди, которые хотят бороться и добиваться. Вот такое тоже имеет место быть, и это в большинстве своем. А для того, чтобы жить и радоваться, для этого необходимо, чтобы вы уже в такой семье выросли, где вас этому научили бы. А если у вас на сегодняшний день забрать возможность бороться, забрать возможность работать, то тогда жизнь потеряет смысл. Она потеряет смысл, и не то, что станет скучной, появятся депрессии. И очень часто так появляется, что человек даже объяснить себе не может, откуда появилась такая депрессия. В моей жизни, конкретно у меня такого не было, но были такие знакомые, у которых изменялся материальный доход, и после чего они сталкивались с тем, что появлялись тяжелейшие виды депрессии. Вот смотрите, многие политики уже так много имеют, что им нет необходимости дальше зарабатывать. Но они все время стараются и все время дальше зарабатывают. Зачем им это нужно? Им это нужно, потому что они рождены как люди, которые хотят добиваться. Когда хотят добиваться, хотят власти, хотят управлять, хотят подчинения, хотят чего-то. Одним словом, для них важна борьба. Так вот и мы, люди, которые выживают, нам необходима борьба. Если нам дать решение всех вопросов, мы можем погибнуть. Именно поэтому у нас и есть проблемы, с которыми нам приходится все время бороться. Как же это можно отключить? Вера может отключить возможность борьбы. Я об этом тоже часто говорю. Я говорю, верьте, что скоро будет хорошо. Верьте, что борьбу закончить. Когда заканчивается борьба и появляется вера, то к человеку это приходит. До этого момента борьба будет происходить все время. Ольга Данилова, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сколько помню, детство у нас в доме мама не акцентировала внимание на святом углу в доме, там и икон никогда не было. Когда мы с мужем переехали в тот доме, который купили, висит в углу икона, и старые хозяева говорят, в этот угол ничего ставить нельзя. Подскажите с точки эзотерики, можно ли к углу ставить кровать детскую или спать туда головой? Можно, но если икону убрали, то и не заморачивайтесь вообще. Вообще не заморачивайтесь. Правильно вы говорите. Я раньше говорил, что если стоит угол и там иконы, то головой к иконам обычно кладут человека, который умер. Не стоит этого бояться. Это не очень энергетически мощный центр там какой-то. Это не алтарь, поэтому можете таких мест не бойтесь. Ольга Зуева. Меня зовут Ольга Зуева. Мне 44. Несколько лет назад начались приступы, похожие на эпилепсию. Не-не-не. Здравствуйте, можете ли вы рассказать про то, как остановить время в квартире? Помните, вы рассказывали это в Тюмени, просто не могу найти в записи. И там также для омоложения, если, конечно, можно. Спасибо большое. Я говорил о том, что да, есть
есть СНГ 50, там есть коды для власти над временем. Я говорил о том, что рядом с кроватью нужно поставить цилиндры или колонны. Если человек находится рядом с колоннами, то он менее быстро стареет, потому что колонны направлены, человеческая жизнь, она реализовывается горизонтально. И время человеческой жизни реализовывается горизонтально. А вертикально направленные колонны какие-либо, они тормозят старение человека. Поэтому очень хорошо находиться в лесу, там где вот идеально ровно растут. Рядом с домом хорошо садить там деревья, которые растут вверх, кроме каштана, потому что каштан конский и вообще каштан считается плохим деревом, которое забирает у человека деньги, материальное благополучие и детей. Если у вас каштаны, уберите их со двора. А вот ива наоборот, ива имеет желтую кору, ива кормилица, и именно поэтому, если есть ива, то всегда будет в доме золото и доход. А еще орех. Очень хорошо, чтобы был орех во дворе, любой, там, грецкий или дуб, на нем желуди, это тоже орехи. Очень хорошо, потому что кто-то будет знаменитым. Если у вас родится ребенок, посадите орех. Посадите не один орех, а 7. Тогда все 7 циклов жизни этого человека человек будет везучим. Если орех вырастет очень большой, то человек будет очень знаменитым. Главное, не рубайте его. Оксана Александровна Калашникова. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица бесплатно 2-й ступени. Очень интересно, познавательно нахожу ответы на вопрос. Сегодня день рождения у моего сына, ему 20 лет. Это на общий праздник. Пожалуйста, пожелайте, что необходимо, на ваш взгляд. Парень не учится, у него мечта 7 класса летать. Будет летать 100%. Смело отдавайте его. Пусть уже сейчас проходит эти курсы, будет летать. Калфон Чалфон. В прошлом году читала «Ход для хорошей учебы». Можно ли использовать? Опять можно. Светлана Новоселова. Мы в процессе банкротства предприятия вот уже 3,5 года. Как можно помочь себе закончить банкротство в нашу пользу? У нас есть в школе огромное количество и шумов, и кодов. Во второй обновленной я давал там 2 кода, чтобы выиграть суды, там, убрать банкротство. Проходите это. Кристина Суханова. Вы рассказываете, что когда человек умирает, то очень быстро перерождается, если не осталось долгов. Если в семье не ожидают ребенка, в таком случае он рождается в другой семье, возможно, в стране. Тогда почему при жизни на нас оказывают влияние ошибки рода? Кто-то кого-то убил, например. Ведь, скорее всего, в прошлых жизнях мы не имели отношения к нашим предкам. В случае, если человек жив и не понес наказание кармическое, то это передается его роду. Такая вот особенность. В случае, если человек при жизни живет и страдает от того, что дети там выпивают, с ума сходят, обычно это происходит так. Если в проклятом роду рождается девочка, то девочка не доживает до 20 лет, умирает от заболеваний, обычно связанных с печенью или головой. Если мальчик, то он обычно психически больной. Девочка может быть бесплодная, а мальчик психически больной. И если такое в роду есть, ну, допустим, человек убил много людей, и после чего родился ребенок психически больной, и он обращается к целителю и говорит: уберите, пожалуйста, потому что ребенок психически больной, можно ли как-то убрать? А я вам хочу сказать, а кто должен нести ответственность за это? Если это карма, то пусть она закончится тогда. Кто-то должен нести. Виноват ли ребенок? Да, он виноват кровью. Можно ли убрать? Да, можно. Необходимо отрезать кровь, но тогда, если этот человек придет в норму и от него родится ребенок, то будет такая же ситуация, пока не реализуется это все. Саша Забияка. Помогите справиться с нерешительностью и страхом. Страх аудитории даже при общении с людьми иногда мандраж. Будто давление поднимается, волнуюсь. Раньше такого не было, когда была активная и общительная. Теперь до речи отнимается от волнения или страха. Это гормоны обычно. Итак, чем отличается человек, боящийся, от человека, не боящегося выступать перед аудиторией? Человек, боящийся выступать перед аудиторией, это человек, который показывает или чувствует страх. А человек, который не боится выступать перед аудиторией, это человек, который тоже боится, но не показывает страх. Но я хочу вам дать совет. Выступайте как можно чаще.
Делайте это как можно чаще, потому что таким образом изменится ваша судьба. Если вы чего-нибудь боитесь, то обязательно это сделайте. Главное, чтобы это не граничило с вашей жизнью и смертью, и чтобы не привело вас к смерти. То есть не надо прыгать на тарзанке там, и так далее. Или съезжать на лыжах там, по трассе, которую вы не знаете. И, конечно же, если вы это сделаете хотя бы 1 раз, а еще лучше 100 раз, а еще лучше 1000, то тогда вы перестанете бояться. Я могу открыть вам секрет. Когда я был молодым, и еще когда-то в Москве, больше чем 21 год назад, больше, читал лекции, которые были связаны с... Тогда это называлось космоэнергетика, даже название такое было интересное, позже, космология, да. Я там читал или пробовал читать молодым и взрослым людям вот такие лекции, то такие интересные были, сейчас я вспомнил, очень трогательно все. И когда я начинал только, мне было очень страшно. Каждый раз, когда я выходил перед аудиторией, у меня гнулись ноги, я потел, а до этого целых 2 суток страдал, не мог есть. Ком в горле стоял и так далее. И каждый раз это было с потом. Мне казалось, что все на меня смотрят, что я говорю какую-то глупость. Я запинался, не мог предложение сложить. Ну и потом, выступая далее, делая это вновь и вновь, я столкнулся с тем, что это полностью меня отпустило. На сегодняшний день меня не пугает выступление перед аудиторией, но я помню себя, насколько это было сложно, и я вас прекрасно понимаю. Мой совет такой: не боритесь с этим, просто не забывайте часто выступать и часто коммуницировать. Это хороший совет, правда. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы неоднократно рассказываете, что и как сделать, чтобы продать машину. У меня вопрос, что может сделать, чтобы купить хорошую машину. На рынке очень много предложений, такая лотерея. Когда подходите к какой-либо машине, то сосредоточьтесь на месте, которое находится перед грудью. И ощутите, представьте ту машину, которую вы видите в виде собачки маленькой, кошечки или даже ребеночка. Если ребенок потянется к вам ручками своими, если кошечка или собачка будет такая вот красивая, если у вас что-то аукнет, то эта машина ваша. Будете очень счастливы от того, что на ней ездите. Да, очень хорошо работает. Увидел и понял ваше, вот так можно. Здравствуйте, существует ли мертвая точка, куда ни иди, везде пропасть? И с чем это связано? Это связано с тем, что в душе радости нет. Эти мертвые точки связаны с тем, что вы сделали очень много гадостей. Какой гадости? Хамите, обижаетесь, злитесь. Не работайте над собой. Не ищите в себе состояние доброты, не ищите состояние радости, не увеличивайте состояние радости. Ваша жизнь катится по наклону, о чем я говорю все время, и у вас на 1 шаг вперед идет 5 шагов назад. До того момента, пока вы не поймете, что такое духовность, а об этом неоднократно рассказываю во время своих вебинаров, вы не сможете быть тем человеком, кем хотите быть. Радостным, счастливым, богатым. Евгения Мушта, здравствуйте. От вируса ковид умер муж. Мои соболезнования. И свекровь с поражением 40% легких. Мы выстояли с детьми благодаря вашим шумам. Вы нас спасли. Спасибо. Можно ли переезжать в другую страну на зимний период или лучше быть в России? Можно вам переезжать на зимний период из России? Можно. Валентина Раевского. Внучке 3,5 года, 2-й месяц болеет. Начинается насморк, потом переходит в кашель. Как эзотерически справиться с проблемой? Читать мои коды. Есть такие коды, называются. Есть сангая, который называется сейчас борьба с вирусами. И читайте, там я даю коды и мантры для убирания насморка, горла, заболеваний там коронавируса и так далее. Там целый цикл такой, почти 1,5 часа. Пожалуйста, у вас все в ваших руках, покупайте и пользуйтесь. Людмила Воронина, здравствуйте. Я прочла мантру Амитабхи 14 месяцев, читала ежедневно в очищенном помещении без животных, пропустила 2 раза. Я горжусь такими людьми. Это 100% изменит вашу судьбу. Натарут, подскажите, как не попасть в иллюзорный мир, находиться в реальности? Поможет резиночка.
Оденьте на руку резиночку и каждый раз, когда вы начинаете мечтать, хлопайте себя резиночкой. Никто, кроме вас самих, и ничто, кроме ваших сосредоточения на том, что вы попадаете в иллюзорный мир, вас из него не вытащит. Чем чаще вы в иллюзорном мире, тем меньше счастья будет в этом мире. Вы таким образом, как бы для Бога, предатель настоящей жизни. Предаете его таким образом. Неприятно быть предателем, особенно Бога предавать. Наталья Шалфеечка. Вы даете много шумов мантр для выравнивания и улучшения судьбы. А возможно такое, что при рождении человек в принципе не получил никакого предначертания? Так всегда. Никто при своей жизни не получает никакого предначертания. То есть не была дана судьба. Как это не была дана? Если вы родились, то вы уже с судьбой родились. Когда у меня родился ребенок, то я ему предначертывал что-то или нет? Ничего. Были ли у меня желания, чтобы он стал пианистом? Не было. Да никем я не хотел, чтобы стал мой ребенок. Тогда какая у него судьба? Просто жить. Я хочу вам открыть тайну эзотерическую. Любое предназначение жизни — это просто жить и радоваться. Есть только два предназначения: жить и страдать, и умереть от страданий. И второе — жить и радоваться, и умереть от удовлетворения. Первое и второе между собой отличаются, и человек добровольно может либо радоваться и находить радость, либо страдать и находить там плохие комментарии, критику и так далее. Зия Гальдишина. Здравствуйте, Андрей Андреевич, пришли кубики, их 6 штук почему-то. А если 2 потеряете? Ну вот вам 6 штук, 2 запасных. Андрей Андреевич, здравствуйте. Если в фэншуй такая практика, что если деньги повесить на зеркало, то они умножатся, или положить в зеркальную шкатулку, но вы говорили, что отражается в зеркале, то это уходит. Так можно вешать деньги или нет? Нет. Если вы повесите деньги и скажете, это деньги, которые я бы хотел в своей жизни, то вы включаете наоборот удаление из вашей жизни денег. А вообще хотела бы несколько слов сказать по фэншую. В институте Окинавы или в Токио и там есть знаменитый институт фэншуй, где люди обучаются знанию, каким образом располагать, там, как работают стороны света и так далее. Это связано с астрологией, с особой картой такой и особым, я не помню, там, диаграммами, которые некой картой всех направлений, не помню правильно, как это называется. И там умение работы вот с такой картой позволяет человеку создать направления или потоки различных энергий. Так вот, обучение там происходит от 6 до 18 лет. А у меня такой вопрос. Кто эти люди, которые рассказывают о фэншуе? Они проходили такое образование? Если нет, то тогда может стоит. А вот людей, которые придумали, что они знают фэншуй, их достаточно много. Эх, критикую людей. Пусть занимается кто чем хочет. Не совершайте таких ошибок, потому что там у одной я смотрел, представляете себя в зеркале стройной, худой, молодой, красивой, и будете всегда красивой. Уже одна допредставлялась. Она же очень сильно представляла себя молодой. Я как посмотрел, сколько у нее возраст, она же очень молодая, выглядит как старая бабушка. Не надо себя никак в зеркале представлять. Хотите, вы толстая, страшная женщина, представляйте себя в зеркале толстой, страшной. Тогда будете худой, потому что все, что представляется в зеркале, все будет наоборот. Скажите, можно ли убрать эзотерическую аллергию на коже? Лекарства не помогают? Да. Есть такой семинар, там я рассказываю об изготовлении пилюли эзотерической. Пройдите этот семинар, он называется «Целительство. Часть 2». Здравствуйте, Андрей Андреевич, большое спасибо за ваш совет, информация бесценна, еще раз спасибо. Вопрос, я поменяла в паспорте дату рождения, поменяла ли я свою судьбу и в какую, в хорошую или плохую? В вашем случае в хорошую. Я родился в 1975 году, но всем я говорю, что я родился в 1971 году. Таким образом, я естественным образом обманываю людей. Почему так произошло? В моей жизни это произошло вот по такой причине. Я начал болеть онкологическим заболеванием. И когда я начал болеть онкологическим заболеванием, то терапия, которую проводили мне в медицинских заведениях, она мне не помогала. То есть не улучшалось состояние крови, не уменьшались опухоли, и в общем-то я чувствовал себя с каждым разом все хуже и хуже. Ну и уже когда поехал во Львов, а потом в Польшу, то мне
львовский врач, одна женщина сказала даже такие слова: вам ничего не поможет, вы фактически 100% умрете. Я познакомился с человеком, его зовут Николай, и он мне посоветовал поехать к эзотерику, который находится в Индии, астрологу, который бы, по его мнению, мог бы мне помочь изменить мою судьбу. У меня были возможности такие, в общем-то, я имел возможность это сделать, и я поехал в Индию. В городе Пандичери мне назначили встречу, и я приехал к этому астрологу. Он астролог в системе Джойтиш. Он разобрал мою карту и так далее, и после этого сказал мне буквально следующие слова: как бы и что бы я ни делал, глядя в вашу карту, у вас идет смерть на протяжении следующих 4 лет. Он говорит: вы не жилец, и у вас везде идет окончание жизни. Если не в этом, то в следующем, если не в следующем, то в следующем. И 4 года вы 100% умрете. Я говорю: ну я жить хочу, я так далеко к вам ехал. И он мне говорит: если вы хотите, то вы за эти 4 года умрете. Поэтому вы должны начать или должны прям с этого дня постареть. Я говорю: о, как я это сделаю, с этого дня постарею. Он мне говорит: сделайте себя на 4 года старше. То есть вы 75-го года, сделайте себя 71-го. Я говорю: да, и как это? Просто говорите себе, если у вас кто-то будет спрашивать, говорите. А это как раз было в октябре, а в ноябре у меня был день рождения. И в ноябре, когда у меня был день рождения, мои знакомые, друзья и близкие начали меня поздравлять. Я говорю: все, я с этого года больше не отмечаю свой день рождения 75-го года, а буду отмечать его 71-го. Мне говорят: ты что, с ума сошел? Я говорю: нет, это мне так вот подсказали. И когда я начал отмечать, как он интерпретировал это? Он говорит: если ты 4 года переступишь или перескочнешь, то тогда эти 4 года как бы твоей жизни ты станешь старше, как бы перейдя их, а дальше у тебя судьба всю жизнь будет счастливая. Ну и в общем-то вот так и произошло, а мне пришлось это пережить. И вы знаете, мне 100% помогло. Мне прям 100% помогло. Сейчас начнется: Андрей Андреевич, дайте этого человека номер телефона и так далее. Не могу дать, я не знаю его номера телефона. Те люди, которые тогда организовали встречу, сейчас эти люди для меня недоступны. Там люди, с которыми я общался, они вообще уехали, живут сейчас где-то, ни контактов, ничего нет. Поэтому я бы и сам, возможно, хотел бы съездить к такому человеку, но теперь я найти его не могу. Далее. По поводу некоторых храмов и исполнения желаний. Да, есть храм, который называется храмом Тирупати в городе, или храмом Баладжи, который находится в городе Тирупати. Действительно, если в этом храме подойти и попросить божество черного цвета, чтобы оно исполнило ваше желание, то это желание на 100% исполняется. В моей жизни было желание, и я ездил несколько раз к этому храму, а именно 2 раза. Все 2 раза оба желания исполнились на 100%. Это очень хорошо, знаете. И у меня есть история: одна женщина, которая болела онкологией, поехала, попросила, чтобы она не болела, и ее смогли вылечить. Сыну 31 год, не женат, живет с девушкой 1-2 года, потом приходит домой с долгами. Деньги не умеет зарабатывать, в этом году в семье полное безденежье. Не знаю, как будет, все повторяется. Муж говорит: он наш сын, и всегда надо помогать. Правильно говорит. Живем в одной комнате, хотя есть недостроенный дом, стоит уже 20 лет, и ругаемся, что денег нет. Муж всегда говорит, что он в доме хозяина будет так, как он хочет. Ну, пусть говорит, чем бы дитя не тешилось. Так и было, и сейчас я в полном отчаянии, не могу так дальше. Купила СНГ-3, делаю практику, учусь у вас. Хотелось бы перемен в лучшую сторону, но как? С уважением, Моника. Только один метод может создать у человека возможность. Методов хватает, но те методы, которые дает нам мир, это борись, будь центром вселенной, добивайся всего, они обычно не работают. Я хочу вас познакомить с духовным методом. Оказывается, существует другой метод, духовный.
Это метод, о котором я все время говорю. Если человек ищет возможности развить у себя в своем центре груди состояние радости и постоянно находит возможности, чтобы это усиливать, то он 100% в дальнейшем будет богатым человеком. А вы, как мать, можете еще и продуцировать это на своего ребенка, то есть мысленно создавать и в его груди, над ее поверхностью состояние радости, состояние наслаждения и удовольствия. Тогда и материальное улучшится. Я просто обещаю, что это произойдет. Надя, Андрей Андреевич, скажите, на замужество в эти недели можно делать практику? Да, можно. Можно ли защититься от зависти? Можно. Делайте ритуальную защиту. Айм Хридай Намах, Клим Шираси. Это защита от жадности, от зависти. Ани Гелашвили приобрела СНГ-5, как подействовало, поднялось давление. Но я продолжаю учиться. Ну и правильно делайте. Можно дочке посмотреть, можно. Сегодня ночью на знакомую в пограничном состоянии, то ли сон, то ли яв, кто-то лез к ней по ногам. Она физически чувствовала, от крика все проснулись. Мы все на карантине в Польше и почти друг друга не знаем. Послевкусие какой-то мистический страх. Что это могло быть и как на себя не перетянуть такие выпадки сущностей? Обычно в случае, если человек агрессивен, нервен, безумен, вреден, то у него остывает астральное поле, и его астральное поле становится маленького размера. И в тот момент, когда поле становится маленького размера, то в это поле начинают проникать астральные сущности. И оно ощущается, как будто что-то лезет на человека. Что нужно сделать? Единственная возможность человеку — это начать испытывать состояние радости, искать возможности быть человеком более высокодуховным. Вот так. Практиковать метод, представлять себя в ярком белом свечении, с открытыми глазами. Елена Пиццатси. Здравствуйте, какой хороший, молодец за вашу помощь. Подскажите, как найти свой талант. Хотите найти свой талант? На вдохе чи, на выдохе чи. Если практиковать ежедневно на протяжении 1 месяца, будет четко понять, чего вы хотите. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Надеюсь, вам понравился данный вебинар. Обязательно после окончания вебинара перейдите на мой канал Андрей Дуйко официальный, после чего поставьте под данным вебинаром лайк и подпишитесь на мой канал. Также буду благодарен всем людям, кто участвует в популяризации моей школы. Огромное спасибо тем, кто репостит мои видео, также тем, кто смотрит мои видео. Большое спасибо, искренне и с полной отдачей. Я стараюсь максимально применять знания к тому, чтобы улучшить жизнь тех людей, которые меня видят и которые слушают. Очень рекомендую проходить вам бесплатные ступени и смотреть те вебинары, которые были до этого мной выпущены. Огромное количество вопросов просто отпадет сами по себе. Я желаю всем счастья, пусть в этом мире никогда не будет войн, пусть уже окончательно закончатся эти коронавирусы, и пусть все-таки уже закончатся выборы. Чем длительные выборы, тем больше они забирают у людей денег. А очень хотелось бы, чтобы наши страны все-таки жили бы в счастье, более богатыми и более терпеливыми. Не напрасно Россия в переводе с иврита, с санскрита обозначает страна богов. Ну почему так? Дело в том, что чем сложнее жизнь, тем больше у человека возможностей выковать свой характер. Видимо, для нас, для людей, родившихся на постсоветском пространстве, это является одной из ключевых задач. И я, как человек, который занимает миссию все-таки помочь человеку прийти к состоянию высокой духовности, говорю об этом, о том, что можно все-таки знать законы нашей судьбы, знать законы нашей счастливой жизни и стараться максимально всеми фибрами души, сосредотачиваясь, жить по этим принципам, а это принципы не делать зла, не быть человеком злобным, развивать у себя доброту, испытывать состояние счастья и радости. Как бы жизнь нас ни била, старайтесь работать именно над этим. Тогда вы увидите, насколько это эффективно изменит вашу судьбу, и такие вопросы, как там, чем заплатить и так далее, где работать, они отпадут сами по себе. Это путь к богатству, это путь к любви, это путь к верности, путь к успешной семье, и это путь благородный, высокодуховный, моральный.